чем начнем работу нашей секции номер 3, разрешите представиться. Меня зовут Цириндаржиева Байырма Дальбиевна. Я являюсь исполняющей обязанности заведующего кафедрой бурятского языка и методики преподавания Высшей школы бурятского языка и литературы Восточного института Бурятского государственного университета имени Дорже Банзарова. Вместе со мной работает моя коллега Дашиева Сайма Анандуевна, также доцент кафедры бурятского языка и методики преподавания Высшей школы бурятского языка Восточного института БГУ имени Дорже Банзарова, кандидат педагогических наук. Прежде чем идти дальше, я бы хотела обсудить несколько организационных моментов. Первое, это, конечно, поскольку у нас в каждой из секций достаточно большое количество участников, у меня большая просьба выдержать наш регламент. На один доклад у нас выделяется до 10 минут. И хочу сразу предупредить, выразим уважение друг к другу. Если же у нас кто-то будет переступать через этот порог временной, мы будем вынуждены останавливать и передавать слово следующему участнику. Хочется, чтобы все доклады прозвучали на нашей конференции, чтобы мы услышали все мнения, интересные технологии, методики. Далее, система Zoom в виде конференц-связи, она уже становится нашей неотъемлемой частью нашей преподавательской научной деятельности. И поэтому те, у кого есть возможность подключить презентацию, у нас есть такая возможность давать демонстрацию экрана, и мы будем передавать возможность демонстрировать презентацию у себя. Поэтому в начале доклада сразу будем оговаривать этот момент. Но на всякий случай мы те доклады, с удовольствием приняли доклады, презентации, которые отправили нам наши участники. Если возникнут какие-то технические заметки, мы будем демонстрировать отсюда. Следующее, на чем бы я хотела остановиться, это почему у нас получилась вот такая программа с 4 секциями, в которых не выделено отдельно то или иное направление нашей конференции. Дело в том, что вот вчера об этом говорила Гармахандар Тибекжаповна, спикер нашего пленарного заседания. Поступило очень много разных докладов, но они получились разновесные. Очень много научных сотрудников, преподавателей вузов, а вот практиков, которые работают, допустим, в системе дошкольного образования, оказалось, к примеру, не так много. И поэтому мы пошли по пути, что в каждой секции мы решили отразить все направления, которые у нас были заявлены в информационном письме. Если вы внимательно изучите программу, там отражены практически все направления и из самых разных регионов. Это вот я к тому, чтобы вы не удивлялись, почему вот такая своеобразная, и для нас это новый опыт, отличающаяся программа. Затем я бы хотела объявить о принятии резолюции, проект, который мы обсуждали в конце пленарного заседания. Я думаю, что в конце нашего секционного заседания мы ждем от вас предложений. Я еще раз продемонстрирую эту резолюцию и такой итоговый момент, который каким-то нас, наверное, практическим результатом после завершения конференции может привести, мы с вами обсудим. Ну и кроме того, напоминаю, что наше заседание нашей секции идет в прямом эфире, транслируется в режиме онлайн на сайте YouTube, на канале БГУ live.bsu.ru. Поэтому те, кто не смог сегодня каким-то образом быть слушателем в работе нашей секции, он может просмотреть это на канале YouTube. Ну и у меня большая просьба ко всем слушателям и участникам. Давайте будем соблюдать, теперь уже мы будем называть так называемый онлайн-этикет, выключаем звук, когда идет доклад, стараемся не мешать друг другу посторонними звуками. Итак, есть ли вопросы по организации работы нашей секции? Дорогие коллеги, меня слышно всем? Слышно, ага. Да, слышно. Мадам Бивна, детский сад 35. Что? Детский сад 35 слышно? Да, слышно. Хорошо. Итак,
Согласно программе нашей секции, первое слово предоставляется Поликарповой Евдокии Михайловне, которая представляет Республику Саха-Якутия, Северо-Восточный федеральный университет имени Амосова, а конкретно Институт языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации, я так понимаю, да, заведующий кафедрой методики преподавания якутского языка, литературы и национальной культуры, доктор педагогических наук, профессор, совместно выступает с Малуковой Сарданой Владимировной, представляющей этот же факультет, этот же университет, однако кафедра методики, это же кафедра ассистент данной кафедры. Доклад называется «Дидактические предпосылки сохранения и развития родного языка». Итак, Евдокия Михайловна, предоставляем вам слово. Спасибо большое. Всех приветствую. И сразу приступаем к оглашению нашего доклада. Процессы глобализации и сохранения этнической самобытности народов в сегодняшнем мире – это одна из самых актуальных и широко дискутируемых проблем. Картина социолингвистической ситуации в России сложная. День за днем вживую ощущаем процесс утери языковых и культурных реалий жизни народов. Родной язык как неотъемлемая часть национального достояния, самосознания народа имеет особую значимость в современных условиях, когда произошла смена общественных отношений, происходят быстрые изменения в системе образования, угняться никак нельзя, не касаясь глобальных изменений в социальном и культурном строительстве страны, напрямую воздействующих на языковые процессы. В данной статье сделана попытка осмысления дидактических предпосылок сохранения родных языков. Родной язык – язык уходящего поколения. Большинство детей школьного возраста в городах республики переходят на русский язык, общаются на русском, читают художественную литературу на русском языке. Родной язык ими пользуется на ломаном русско-якутском полусловии при общении со старшим поколением, с бабушками, дедушками. Для них родной язык понимается как язык уходящего поколения, к сожалению. С целью устранения проявлений нивелирования подрастающим поколением значения родного языка в республике планомерно, системно, на государственном уровне, надо подчеркивать этот факт, на государственном уровне, силами образовательных учреждений и общественности. У нас общественность очень сильно и действенно работает, ведется определенная работа по созданию позитивной языковой культурной среды функционирования языка. Это, во-первых, создание среды функционирования. Подразумевает ощутимые движения, толчки в культурном строительстве этноса. Среда определяет сознание человека. Ощутимые действия по сохранению языка и культуры, традиций, быта, устройства жизни порождают запросы общения на родном языке. Возникает некая такая необходимость говорения на родном языке, всяких этих наших традиционных праздников, трудовых действиях, и это как-то наталкивает и доводит до ума растущего человека, что нужно владеть своим родным языком. Только при такой ситуации у растущего человека возникает реальная жизненная необходимость общения на родном языке, что воссоздает благоприятную среду оживления языка. Ничем не заменимую роль создания реальной среды оживления духа языка имеет истинно народное культурное строительство жизни этноса. Это популяризация устного народного творчества, художественной литературы на языке этноса, возрождение его духовной материальной культуры. Здесь, как и былые времена, воспитание растущего поколения необходимо ориентировать на практическое освоение ими методов
интеллектуальной и культурной жизнедеятельности народа. Именно сейчас в методике нужно очень сильно акцентировать метод вот практического освоения и действия, и национальных этих трудовых традиций именно на практическом уровне. Только при практическом освоении истоков жизнедеятельности родного народа у растущего человека может пробудиться чувство ответственности за судьбу родного народа, за судьбу родного языка. Учение родному языку русскоязычных якутов. В 90-х годах 20 века проводится научно-методическое исследование по обучению якутскому языку русскоязычных якутов и иноязычных граждан. В результате проведенного исследования разработана научно-методическая модель билингва, владеющего русским родным якутскими языками. В модели представлены сущностные характеристики, принципы реализации стратегических целей, методов формирования билингва, владеющего на уровне языковой и концептуальной картиной мира. Родной и русский язык, вот следующая предпосылка, родной и русский язык, языки в одной упряжке. В нашем многонациональном государстве благосостояние языков и культуры народа в России прямую определяется состоянием языка и культуры русского народа. Русский язык – святыня, достояние многонационального народа России, язык образования, язык развития, язык жизни. Доминирующая роль русского языка в нашем государстве ценится народами России не только как государственного языка, но и как система, образующая платформа, опора, гарантия сохранения и развития родного языка. В нашей республике обучение родному и русскому языкам в национальных школах имеет почти вековую историю, но запросы времени рождают все новые задачи, которые необходимо решать. Вплоть до 90-х годов, и я думаю, в других регионах нашей России, народы России обучались русскому языку на основе родного языка. Во всех республиках создавались оригинальные учебники по русскому языку, основанные на живые культурные, духовные реалии жизни и русского, и родного народа. Дидактические решения строились на основе сравнительно-сопоставительного метода обучения. Реальное билингвальное образование способствовало скоординированному двуязычию. В действительности чувствовалось тогда, что два языка, два крыла. В связи с этим обучение русскому языку на основе родного языка способствовало, с одной стороны, более глубокому грамотному овладению русским языком, именно грамотному овладению русским языком, так как мышление всегда опиралось на свое, знакомое, пережитое сердцем, от них новым знанием, пониманием, переживанием, а с другой стороны, обучение русскому языку на основе родного языка, на основе культурных реалий жизни народа, ну, на данном случае якутского народа, благоприятствовало развитию родного языка, обогащению всех его функциональных возможностей. Вот сравнительно-сопоставительная методика, дидактика дало реально показать обогащение всех его функциональных возможностей родного языка. Создавалась в умах и сердцах детей ситуация успеха от возможности общения со сверстниками на двух языках. В связи с этим думается, что в вопросах развития открытого образования на русском языке, обучения русскому языку в национальных республиках Российской Федерации можно повернуть назад, не сойдя с дистанции, устремляясь вперед, изучить
исследовать труды педагогов-методистов обучения русскому языку как родному на основе родного языка и культуры республик и создавать учебные пособия на основе родных языков и культуры республик Российской Федерации. Учебные пособия, созданные в ракурсе реальной социокультурной и образовательной среды, будут способствовать более глубокому, креативному, грамотному усвоению детьми русским языком. Вместе с тем такой подход будет способствовать также более глубокому овладению учащимся родным языком и культурой. Я специально повторяюсь, обучение языка во взаимосвязи, диалоге в конечном счете будет благоприятствовать единению народов России. И последнее – интеграция языковых предметов. Человек, овладевая равноценно родным русским языками и культурой, может гармонично развиваться и интеллектуально, и духовно. Сегодня родной русский языки, как школьные предметы, ведутся в общеобразовательных школах республики недостаточно согласованно. Вот это и есть тоже проблема. В большей степени автономно, что, на наш взгляд, обуславливает понимание языка не как сущностного, человека созидающего предмета, что снижает влияние языков, параметра языковых формул в единстве и в различии. Интеграция языковых учебных предметов будет надежным способом взращивания языковой личности, что положительно скажется на уровень развития базовых способностей учащихся мышления, понимания, коммуникации и рефлексии. В условиях полиязычной и поликультурной республики гармоничное овладение родным русским языками имеет первостепенное значение в воспитании и формировании качественного человеческого ресурса государства. И немножко справка. При нашей кафедре открыты, уже учреждены 2010 года по педагогическому совмещенные профили родной якутский язык, литература и английский язык, родной якутский язык, литература и китайский язык, родной якутский язык и мировая художественная культура. И это как-то показало, что очень эффективное направление, и наши выпускники, в общем, распределяются в школы республики на расхват. Малокомплектные школы или иные учреждения образовательные с английским или китайским языком, они идут на расхват. И обучение иностранным языкам наших студентов ведется на основе родного якутского языка. Спасибо вам. И прошу меня извинить, посижу и ухожу, потому что у нас мороз сегодня немножко спал, я сижу дома, но международная конференция у нас идет, международная, тоже начали после обеда, и на пленарном я там выступаю, посвященные классику нашей литературы Неустроеву Николаю Дмитриевичу. Мне было бы очень интересно, но там тоже меня ждут. Спасибо. Спасибо, Евдокия Михайловна. Спасибо за интересный доклад. И у меня такой вопрос тоже, поскольку я систему вуза представляю. А сколько у вас ребят, студентов обучается в вашем институте языков и культуры народов Северо-Востока? 800 с чем-то, с хвостиком. И самое большое отделение – это педагогическое отделение и отделение сервиса и туризма. И это все федеральный бюджет? Нет, федеральный у нас ежегодно выделяется по 15, по 18 мест на профили. Все понятно, спасибо. И еще один вопрос. А есть ли в Якутии же опыт разработки учебника по русскому языку на основе родного якутского языка? Последние такие учебники выпускал где-то в начале 21 века, потом это дело все переостановлено. Все сейчас обучаются по учебникам по федеральным учебникам.
все понятно из федерального перечня учебников. Спасибо большое. Ну вот надо повернуть на другого. Ну вот на основе родного языка и культуры. Это было бы выгодно всем, но в экономическом плане я никогда не думаю об этом, потому что самое главное – это образование, воспитание наших подрастающих людей. Я приношу извинения, дорогие участники работы нашей секции. Просто вот когда я услышала, что Евдокия Михайловна покинет работу на секцию, я решила ей задать все-таки этот вопрос. А так я хотела в конце, конечно. Я потом, как там выступлю, постараюсь опять включиться к вам. Но все равно. Спасибо. Спасибо большое, Евдокия Михайловна. Ждем. Доброго. Я посижу немножко. Дорогие друзья, наверное, вопросы мы тогда в таком случае будем задавать в самом конце к участникам. Как вы думаете, есть какие-то предложения, дорогие участники работы нашей секции номер 3? Согласны с тем, что вот вопросы докладчика мы будем в конце, при завершении работы нашей секции? Или вы бы хотели сразу вопрос и ответ? Вот как вам удобнее? Вопрос и ответ. Сразу вопрос и ответ. Ну ладно. Тогда есть ли вопросы к Поликарповой Евдокии Михайловне? Я слушаю. Я все во внимании. Ну, видимо, пока нет, но у вас будет возможность в конце, также, если у кого-то заинтересует. Я постараюсь включиться. Появится вопрос, возникнет, можно будет еще раз задать, я думаю. Спасибо, Евдокия Михайловна. Спасибо. А теперь разрешите представить слово следующему докладчику. Выступает Ванзатова Гарумарин Чинембоевна, которая представляет Республику Бурятия, учитель бурятского языка СОШ номер 32 города Улан-Удэ. Тема ее доклада – образовательное событие как одно из условий формирования коммуникативных умений при обучении бурятскому языку в школе. Гарумарин Чинембоевна, вы нас слышите? Да. Слышно, да? Вам необходимо предоставить демонстрацию экрана, да? Да. Итак, можно начинать, Гарумарин Чинембоевна, время пошло. Так, у меня тут написано, что я не могу включить демонстрацию экрана. Дайте, пожалуйста, права. Так, презентацию не могу открыть. Организатор отключил демонстрацию экрана для всех участников. Байырма Дамбиевна. Байырма, у вас выключен микрофон. Байырма Дамбиевна Долмата. Уважаемые Амголом Удре Амармынды, Кундыта конференции Хабадакшит. Добрый день, уважаемые участники конференции. Я прошу организаторов включить мою презентацию, потому что я со своего ноутбука включить не могу. Спасибо. Сфера образования на современном этапе проходит период больших изменений. Мы все об этом знаем. Данное изменение носит инновационный характер, то есть подразумевается процесс модернизации существующих педагогических технологий, методов, приемов, способов и средств обучения. Инновационная деятельность является одним из самых значимых составляющих образовательной деятельности любого учебного заведения. Она направлена на овладение обучающимися, уверенности в своих возможностях,
развитию у них потребностей познавательной деятельности. Можно дальше. В нашей школе уделяется большое особое внимание оцениванию уровня образовательных результатов метапредметных достижений. С этой целью у нас в школе разработана технология организации образовательных событий, главной целью которых является создание у школьника целостного представления о окружающем мире, получение новых представлений на стыке традиционных предметных знаний. Технология организации событий опирается на уже существующую практику по решению проектных задач. Автор Воронцов, например. Но наша технология, наша школьная, более она адаптирована к условиям массовой школы. Освоение данной технологии и других форм внеурочной учебной деятельности в нашей школе началось с 2011 года, в начальной школе сначала, и с 2015 года в основной школе. Начиналось оно как образовательные, небольшие такие образовательные события, однопредметные, одновозрастные, например, на одном классе. А в настоящее время в школе организованы и межпредметные, и разновозрастные образовательные события, на реализацию которых требуется 2, 3, 4, например, дня. В начале учебного года каждый учитель из рабочей программы и из программы по внеурочной деятельности выбирает тему для образовательного события. Я считаю, что это один из самых сложных вопросов, когда отбирается учебный материал, позволяющий выстраивать содержательные межпредметные связи. Здесь нужно сказать, что в нашей школе существуют уже такие небольшие рабочие группы постоянного действия. Есть группы, которые создаются, например, на 1 год или на одно образовательное событие. Задача в начале события должна быть четко поставлена. Будьте добры, дальше. С самого начала учащиеся должны ясно представлять, к какому результату, к чему они должны прийти. Каждая группа и какой образовательный продукт они должны представить в конце для публичной защиты. Можно презентацию дальше? Попрошу. При подготовке совместного продукта дети не используют никаких домашних заготовок. А задания они узнают вот здесь и сейчас на событии. Во время работы дети имеют возможность опираться уже на знания, уже имеющиеся знания и компетентности, использовать материалы, подготовленные учителями, педагогами, материалы в локальной сети, осуществлять самостоятельный поиск и отбор нужной информации в сети интернет. Чтобы справиться с достаточно объемным заданием, им приходится распределять роли в группе. То есть у каждого человека есть свои обязанности. Четко планировать, контролировать свою деятельность, свою и своих партнеров. Помогать друг другу. Кульминацией образовательных событий становится презентация результатов совместной работы, которую осуществляет один из членов группы, или каждый участник презентует ту часть, которую он выполнил. Контрольно-оценочная деятельность педагога, будьте добры, дальше, и экспертов-наблюдателей при проведении событий осуществляется с помощью оценочных листов. Можно дальше? Которые могут называться по-разному, в принципе, могут называться. Это и карта наблюдений, лист наблюдений, экспертный лист. Данная технология была продемонстрирована педагогами нашего образовательного учреждения в рамках стажировочной площадки, практически освоена уже стажерами города Улан-Удэ, Республики Бурятия, Забайкальского края, Амурской и Ленинградской областей. Использование технологий образовательных событий, мы думаем,
и видим, способствует повышению коммуникативных умений обучающихся. Эффективными средствами развития коммуникативной компетентности являются вопросы, направляющие проект, организация сотрудничества и общения учащихся при самостоятельном поиске ответов на проблемные вопросы, вовлечению обучающихся в рефлексивно-оценочную деятельность, использование различных технологических приемов и формирование этих умений является задачами. Ну, мы знаем, что это задача обучения всем видам, 4 видам речевой деятельности. В своей работе мы делаем большой акцент на работу с информацией. Ученикам важно уметь самостоятельно добывать знания, осмысливать критически, делать выводы, аргументировать их, располагать какие-то фактами нужными, решать возникающие проблемы. Например, мы даем ссылки на разные сайты, например, сайт Бурят-Хлым, электронный учебник бурятского языка. Есть у нас сайты, словари, онлайн-словари, разные приложения, где можно найти не только слова, и полные выражения можно найти. Бурят.ФМ, например, да, если нужны какие-то материалы именно такого культурного характера. Соил, например, .ру. Это все они используют, если это им необходимо, именно нужно в данный период. Перевод слова, составление текста и так далее. Вот хотелось бы привести несколько примеров. Пожалуйста, будьте добры, дальше презентацию. Угу. Ну, вот это я уже рассказала. Еще дальше. Угу. Спасибо. Дальше. Ну вот, каких вот примеров вы видите на своих экранах. Разные образовательные события. Путешествие на необитаемый остров. Вот, например, где бурятский язык, это 3 игры мужей. Здесь бурятский язык, русский язык, история, физкультуры. Дальше. Юрта как модель познания мира в 7 классе. А вот это образовательное событие мы продемонстрировали на Байкальском образовательном форуме. Бурятский язык, геометрия, физика, история, география. Значит, что дети, например, вот именно на этом событии рассказывали на бурятском языке. Например, из чего состоит юрта, детали юрты. Здесь рассказывали дети. Вы видите на экране модель юрты. Модель юрты. Дети изготавливали сами юрту, рассказывали, чем отличается монгольская юрта от тюркской юрты, какие законы физики, например, есть, исторические данные, географические данные. Спасибо. Дальше. Следующее. Штрихи к портрету, например, 4 класс. Литература, музыка, бурятский язык. Здесь у нас событие было связано с наукой нумерология. На бурятском языке дети работали по тексту. Нужно было определить дату рождения по разным интересным. Ну вот, например, в каком году родился Будамшу? Под какой звездой родился, какой он человек, влияет ли это на человека или нет. Например, образовательные события в стране невыученных уроков 6 класс. Это тоже было очень интересное событие, когда дети озвучивали мультфильм в стране невыученных уроков на 3 языках. Дальше. Философия национального костюма, 6 класс. Бузы-Баир, 4 класс, праздник Буз. Вот здесь тоже вот на этих образовательных событиях, например, философия национального костюма. Например, 6 класс, они не знают, что такое философия. Но в материалах, в папке, мы, например, у нас идет небольшая такая информация, короткая, что такое философия. Дети должны были своими словами попытаться дойти именно, что за философия все-таки скрывается в костюме.
рассказать на бурятском языке также о костюме, детали костюма. В образовательном событии Болзым Байыр дети составляли на бурятском языке рецепты, разные рецепты БУС. Дальше. Прошли. Следующий. Пришлите, пожалуйста. Будьте добры, дальше. Вот, например, вот здесь тоже путешествие в Британию на Рождество. Но я бы еще здесь хотела добавить, что, например, в нашей школе, сейчас является наша школа республиканской стажировочной площадкой сетевого взаимодействия по реализации сетевой программы технологии реализации образовательных событий как механизма формирования педагогических компетенций. С прошлого года мы в рамках этой программы проводили сетевые образовательные события. Я со своими коллегами мы проводили для школ Коринского района, Яхтинского района, Рагузинского, Загаменского районов. Мы проводим образовательные события на платформе Skype. Темы у нас были «Волшебный мир театра», «Формула успеха». Ну, я думаю, что вообще очень такие интересные, детям бывает интересно, например, на сетевых образовательных событиях, когда они видят, как это же самое задание, задачу выполняет, например, по ту сторону экрана в других школах. Таким образом, когда образовательный процесс организован интересно, когда обучающийся находится именно в активной позиции, технологии образовательных событий формируют не только социальный опыт учащихся в общении, в труде, способствует интеллектуальному росту школьников, расширяет круг, но и способствует формированию коммуникативных умений. Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, адекватно передавать прочитанную информацию, заданной степени свернутости, умение перефразировать и отражать в устной форме результаты своей деятельности. Вот вы на экране видите адрес онлайн-центр профессионального развития педагогов. Можете присоединяться. У меня все. Спасибо за внимание. Пожалуйста, можете, если есть вопросы, пожалуйста. Вопросов, видимо, нет, но, может, потом будут, да? Хорошо, Спасибо. Ага, спасибо за внимание. Ага. Да, я хонин ю шагнаби ажулда холдың нене хохихир екі хонин ю шагнабы да. Ага, Байрла. Спасибо. Итак, следующий доклад, это будет мой доклад, Цариндаржиева Байырма Дамбиевна. Называется он «Роль современного умка по бурятскому языку в условиях единого межрегионального образовательного пространства, вариативность, интенсификация, эффективность». Итак, я сейчас включаю свою презентацию. Ага. Я тут, видимо, сейчас звук включу. Так, подождите, я выключаю у себя звук тогда. Я у себя выключаю звук, потому что иначе, когда вот находится несколько здесь аппаратов, это, видимо, ну, начинает помехи звуковые появляются. Итак, дорогие коллеги, видите ли вы мой доклад, мою презентацию? Нет, нет. Я себя-то не вижу. Как же это сделать? Тани Видно, да, дорогие коллеги? Тани харнамда. Харната? Тани. Презентацию, презентацию не видите. Пока не видите. Сейчас, хорошо. Итак, демонстрация экрана. Появилась ли моя презентация? Ага, да, видно.
Итак, роль современного УМК по бурятскому языку в условиях единого межрегионального образовательного пространства. Вариативность, идентификация, эффективность. Я буду говорить достаточно быстро. Слайдов у меня много, но мне бы хотелось все мысли, которые я собрала, все-таки до вас донести, конечно. Вообще эффективное обучение родному языку, как и любому учебному предмету, строится на двух основных китах, я бы сказала. Но их так три на самом деле. В первую очередь это качество подготовки и уровень профессиональной компетенции учителя. Второе – это выбор основного средства обучения качественного учебника. Вот какое основное средство, так и будет строиться обучение. Да? Так, учебно-методическое преподавание бурятского языка как родного в 3 регионах бурятоязычных – это Республика Бурятия, Агинский бурятский округ Забайкальского края, Усть-Ордынский бурятский округ Иркутской области ведется по единым линиям УМК. Это узывыл букварь 1 класс, да, или алфавит, где бурятский язык для начальной и основной школы. То есть вот эта линия УМК, которая традиционная, классическая и работает давно, да. Но я бы хотела посмотреть, вот что, как сказать, каким образом можно улучшить преподавание бурятского языка как родного, и вообще в этом отношении какие дидактические и методические требования предъявляются к учебнику по родному языку в области теории учебника. Вот в этом отношении большая часть ученых выдвигает 4 группы инвариантных дидактических требований. Инвариантных – это означает, что относящихся ко всем учебникам, да? В нашем случае по языку. Первое – это соответствие потребностям педагогического процесса, и вы видите внутри, да, как он разбивается, эти требования. Второе – это целенаправленность, ориентация на цель выделения пороговых уровней владения, целостность элементов учебника. Четвертое – ориентация на учащихся, обратите внимание на это требование, учет индивидуальных и возрастных особенностей, опора на интеллектуальные возможности и уровень обученности учащихся, создание оптимальных условий для самостоятельной работы, разнообразие приемов работы и видов учебной деятельности. Ну и четвертое – это мотивация, стимулирование познавательной активности. Вот есть таких 4 группы инвариантных требований. Что касается наших учебников по бурятскому языку, то они разработаны для обучающихся носителей родного языка, владеющих родным языком с рождения, и также находящихся в полной бурятоязычной среде общения, семейной, школьной и сельской изначально. Но в последние годы, вот вчера и об этом также на пленарном заседании говорили, мы видим, как меняется бурятский речевой и языковой портрет детей дошкольного и младшего школьного возраста. В условиях наступающей информационной среды начинает доминировать тот язык, который они слышат повсеместно отовсюду. Учитывая общение ребенка вот с использованием гаджетов, конечно, вы понимаете, что язык родной, он, конечно, начинает уходить на второй план. Ну и кроме того, есть такой фактор, вырастает часть, не скажу, что все родительское сообщество, часть родительского сообщества, которое не в полной мере владеет родным языком. И в этом случае в таких семьях, как правило, вся надежда на полноценную передачу языка из поколения в поколение ложится на плечи бабушек, дедушек, это старшего поколения, ну и система образования, как правило, начинает бывать. Отсюда делаем вывод. Сейчас вырастает поколение детей, которые владеют бурятским языком в пассивной форме. Они хорошо понимают разговорную бурятскую речь, однако у них зачастую отсутствуют навыки неподготовленной устной речи. И, естественно, возникают проблемы при продуцировании речи. Ну, это также подтверждается результатами социсследования социологического, которое проводилось на территориях компактного проживания бурят 3-4 года назад. Итак, таким образом, УМК разработаны изначально для учащихся с хорошим уровнем владения родным языком. При незнании лексики, при непонимании сути грамматических явлений, усвоение учебного материала в них становится серьезным испытанием как для учителей, так и для и детей, и их родителей. И это, как правило, вызывает, к сожалению, определенное чувство отторжения и возрастания негативного отношения к изучаемому учебному предмету. В целом, вот здесь можно сказать, что изменяются запросы бурятоязычного общества к действующим УМК по бурятскому языку как родному. Это, конечно, нужно констатировать. Да? Тут могу сказать, что эти же вопросы поднимались на межрегиональном круглом столе, который проходил в городе Иркутск в 2018 году, название вы его видите, да? И там в ходе работы в группах с учителями Иркутской области было выявлено, что необходим новый учебник по бурятскому языку как родному, который соответствует 3-й группе требований ориентации на учащихся. В нашем случае ориентация на уровень языковой подготовки обучающихся. То есть этот УМК должен быть ориентирован на определенный уровень владения языком, учитывать особенности имеющейся речевой и языковой компетенции учащихся.
Ну, понятно, что компетентностный подход лежит в основе разработки всех учебно-методических комплексов, филологического образования, и как родному, на самом деле, и как иностранному, и вообще всех учебных предметов. Да? И результатом, как правило, выдвигается при обучении родному языку формирование коммуникативной компетенции, конечно. Ну, это я знаю, многие методисты, учителя знают. Способность обучающихся к полноценному речевому общению на бурятском языке во всех сферах человеческой жизнедеятельности. То есть появляется запрос на разработку коммуникативного учебника, отличительная его особенность для детей с базовым низким уровнем владения родным бурятским языком, но выводящих их в конечном счете на достаточный для коммуникации уровень общения на родном языке. То есть вот такой запрос в нашем обществе он есть. Кроме того, это происходит в условиях реализации госначального общего образования, когда часы на преподавание родного языка сокращаются до 1-3 часов, и нужно еще при этом коммуникативно ориентированный учебник, нацеленный на развитие умений продуктивной речевой деятельности, повторюсь, да. И вот по результатам круглого стола в 2018 году в Иркутской области была создана авторская группа по разработке УМК как родному для 1-4 классов, выделено финансирование администрации Усть-Ордынского бурятского округа, и в нее вошли лучшие учителя бурятского языка и литературы начальных классов Усть-Ордынского округа. Научными руководителями выступили 3 скажем, ученые, методисты, авторы действующих УМК по бурятскому языку: Гунжитова Гармахан Цибекжаковна, Дылка Вринчин Тамзановна и Цириндаршиева Берма Тамбиевна. И здесь я бы хотела также отметить координирующую функцию Дармаевой Алены Дугаровны. На тот момент она была заведующей кафедрой этнорегионального образования ИРО Иркутской области. Но сейчас она, к сожалению, в Москве. Вот я просто перечень учителей, здесь список учителей представляю, достаточно большой. В целом, надо сказать, что создание этих учебников, оно дало большой толчок для методического развития учителей округа. И надо сказать, что в этот же момент, в 2018 году, было подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии и совместной деятельности по сохранению и развитию бурятского языка между профильными министерствами по образованию Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области. Вот в том числе одной из основных задач этого соглашения является обеспечение, разработка, взаимная помощь в обеспечении разработки оригинальных учебников и иной учебно-методической литературы. Поэтому в рамках этого трехстороннего соглашения началась такая большая работа. Разработчиками выступили 3, вот видите, стороны вы видите, да? И на данный момент могу сказать, что изданы и проходит процесс апробации УМК по бурятскому языку для 1 и 2 классов, и уже подготовлены и изданы рукописи для печати для 3 и 4 классов. То есть за 18, 19, 20 год подготовлен уже комплект УМК для начальной школы. Здесь я представляю вашему вниманию титулы вот только 1 класса. Каждый УМК включает в себя учебник, рабочую тетрадь, книгу для чтения, методические рекомендации, а также аудиоприложение с записанными аудиотекстами. Да? Ну вот вы видите авторов, да, здесь я вот так просто пройдусь, наверное, да, что он соответствует федеральным стандартам, да, слайды, на которых вы видите страницы, да, разделы этого учебника. Вот Александр Богомоев как раз, да, местный человек, который родом из Иркутской области, такой материал, конечно, Горвулден, Горвунцесың, это специфика в какой-то степени вот Иркутской области и так далее. Вот по этим слайдам я пройдусь, но вот принцип коммуникативности, тот запрос, который идет от нашего общества, от поколения детей и родителей, здесь как раз учтен. И основным принципом является тематический принцип организации учебного материала. Вот такие блоки, 6-7 блоков в каждом из классов. Вы видите вот здесь содержание ОМК. Поскольку время ограничено, я, наверное, в таком случае вот просто пройдусь по этим слайдам. Отличительная черта – это, конечно, активная работа, в первую очередь, с речевым материалом. Языковой материал, он дозированный, идет на втором плане, и за счет этого как раз происходит интенсификация материала языкового. Я думаю, что у этого УМК есть достойное место среди всех действующих комплексов. Он отвечает наиболее актуальным запросам современного бурятоязычного общества, может дать эффективный результат для владения родным языком вот для полупродвинутых, для детей со средним или полупродвинутым уровнем, и он ориентирован как раз на продуктивную речевую деятельность. И вот к тем 2 требованиям, да, которые были, я добавляю еще, кроме того, эффективность зависит от соответствия современным требованиям вот, учебно-методического обеспечения и кадрового обеспечения личности, требованиям личности, общества и государства.
Поэтому вот в целом могу сказать, что этот учебник, он также идет в рамках принципа вариативности, поскольку вот есть одна линия УМК по бурятскому языку как родному, а тут появляется вторая линия УМК по бурятскому языку как родному для детей со средним уровнем, что дает учителю возможность выбирать и эффективно конструировать педагогический процесс по любой линии УМК, учитывая уровень владения языком обучающихся. Ну вот, пожалуй, и все. И я думаю, что подготовленные УМК не найдут применения на территории вот всех бурятоязычных регионов, в частности, при создании в школах национальных классов и групп. Вот, пожалуй, у меня и все. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста, с удовольствием отвечу. Так? Амынды байырмадым бейна. Ага. Это кто? Толны самай. Пожалуйста. Вот человек, Это я Папаева, Дугарма, Кинский район. Хотела бы спросить, вы говорите, что для того, чтобы язык развивался, нужна качественная подготовка кадров. Поэтому хотела бы узнать, проводится ли у вас конкурс «Лучший преподаватель бурятского языка», там, есть ли у нас в Бурятии такие конкурсы? Дорогая Долгарма, как вас? Дугарма Цыреновна. Уважаемая Дугарма Цыреновна, вот на днях, буквально позавчера, закончился межрегиональный конкурс Эрхим Бакша 2020, то есть лучший учитель 2020, который проводился исключительно среди учителей бурятского языка и литературы. То есть буквально ежегодно у нас проводится этот конкурс на республиканском. Раньше вот нынешний конкурс был на международном уровне, и ныне он в силу сложившейся обстановки в мире, он проходил на межрегиональном уровне в режиме онлайн, в дистанционном формате. Вы можете зайти на страницу сайта Министерства образования и науки Республики Бурятия, ну и на различные информационные порталы. Информация об этом конкурсе, она везде, в принципе, выложена. Там есть критерии, да, по каким оценивают? Конечно, там, наверное, думаю, есть и положение размещено. Участвуют учителя бурятского литературы и начальных классов. А детского сада нету, да? А среди воспитателей и учителей бурятского дошкольных образовательных организаций проводится отдельный конкурс «Эрхим Хумужулыкши», лучший воспитатель. Это среди учителей бурятского именно дошкольного уровня. Ага, Норма Цыреновна. Спасибо. Давайте будем двигаться дальше. Следующий наш докладчик – это Остапова Зоя Васильевна, Республика Коми, город Сыктывкар. Представляет Коми Республиканский институт развития образования, заведующий лабораторией национальных проблем дошкольного образования, кандидат педагогических наук, выступит с докладом «Формирование положительной мотивации к обучению Коми языку в дошкольных образовательных организациях Республики Коми». Итак. Какой она будет использовать? Она же поменяла тему. Кстати, совершенно верно, в последний момент Зоя Васильевна немного изменила название своей темы, и сейчас мы увидим видеодоклад, который отправила нам Зоя Васильевна. Включите, пожалуйста, видео. И пока включается видео, я могу сказать, что это человек, который является автором УМК по дошкольному образованию именно по коми языку огромного количества. То есть это очень известный человек у себя в регионе. Итак, запускаем видео. Здравствуйте, дорогие коллеги. Привет вам из Сыктывкара, из столицы республики. А сюда не транслируется. Мы ее... Видна презентация? Увы. А так, просим прощения. И вообще, если вы посмотрите в интернете, Зоя Васильевна, конечно, действительно, она ведет большую работу по родному языку у себя в республике. Я выступала заочно с докладами на ее мероприятиях, и могу сказать, это действительно патриот родного народа, который вносит большой вклад в системе дошкольного образования. Появляется ли у вас видео, дорогие участники? Нет. Появилось? Нет. Здравствуйте, дорогие коллеги.
Привет вам из Сыктывкара. Ну, давайте сделаем тогда следующим образом. Мы попробуем включить Зою Васильевну чуть попозже, после доклада следующего, да? Тогда разрешите представить слово Бальжуровой Людмиле Елизаровне, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, учитель бурятского языка, детский сад номер 35, «Алые паруса». Она сейчас выступит с докладом обучения дошкольников бурятскому языку посредством создания мультфильмов. Готовится. Следующая будет у нас Зоя Васильевна, а следующая Сайман Андуевна Дашеева. Итак, Людмила Елизаровна, вам слово. Конференция Хавадыкшет. Здравствуйте, участники Всероссийской конференции. Демонстрацию экрана. Попробуйте включить. Вы хотите сами включить демонстрацию экрана? Там можно у вас включить. Да. Да. Мы включили вашу демонстрацию. Она хорошо. Да. Появилась? Да, появилась. Ага. Не забывайте говорить такое волшебное слово «следующий слайд» или «дальше». Ну, я хочу поделиться опытом своей работы в обучении детей бурятскому языку как второму в детском саду через создание мультфильмов. Современный ребенок живет в цифровом мире. Следующий слайд. Обучение с помощью компьютерных средств, их ежедневное использование в образовательном процессе – это ответ требованиям современного времени и интересам детей. Организация образовательной деятельности посредством создание мультфильмов решает все задачи, являясь многогранным инструментом комплексного воздействия на личность ребенка. Следующий слайд. Технология обучения через создание мультфильмов охватывает все образовательные области ФГОС дошкольного образования. Это социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое направление. Следующий слайд. Преимущество использования метода создания мультипликации в обучении бурятскому языку, конечно же, коммуникативно-деятельностный подход, освоение способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками во время работы, да, организации коллективной деятельности, овладение языковой компетентностью, использование бурятского языка как средство общения и, конечно же, продуктивная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность и игровая деятельность. Следующий слайд. Во время работы над созданием мультфильма идет активное закрепление всей темы, которые мы проходим в течение года. Животные, части тела, цвета, счет, погода, одежда, семья. Идет интенсивное употребление речевого материала. Все речевые модели пройденных тем сказок используются постоянно, и тем самым активизируется и обогащается словарный запас слов детей. Дети понимают грамматические изменения слов, улучшилось произношение слов, фраз, стали дети понимать друг друга хорошо и педагога, могут самостоятельно представлять слова в речевых моделях, например, переставлять слова «Шамда бова биву», «У тебя есть бовы?» И в другой конструкции могут, да, изменить сразу сами. «Там дешулун биву», «У вас суп есть?» и так далее. В речи употребляют не только простые предложения, например, «Бабре тома», «Большой медведь», могут и сложные. «Ина бабре тома», «Мшепте», «Сухалте», «Идея лишь бабре». Ну вот идея создания мультфильмов зародилась именно с театральной деятельности, а именно сетевого проекта «Дети театра 03». Вот перед вами фотографий, который вызвал большой интерес не только детей, но и родителей. Дети нескольких садов нашего города погружались в мир театра, театральных постановок, костюмов на разных языках, в том числе и на бурятском языке. Следующий слайд. В нашем детском саду стала традицией инсценировать сказки старшими детьми и показывать малышам. Это дало возможность выступать на разных фестивалях и конкурсах разного уровня, в которых не раз наши воспитанники становились призерами и победителями. Сказка «Храбрый козленок Бабана» принес нам победу на межрегиональном конкурсе театральных постановок. Следующий слайд можно, да? На бурятском языке «Хухю бурят», которая заняла первое место в номинации «Самая лучшая детская постановка на бурятском языке». Вот сейчас я хочу показать видеоролик «Сценка Гырхен» вот в нашем детском саду. Включите, пожалуйста.
В октябре месяце, когда традиционно проходит месячник бурятского языка, мы реализовали проект «Звезды нашего сада» Манес Церлеве Отет, который проводился с целью повышения интереса и приобщения родителей к изучению бурятского языка в ДОУ. Каждая группа детского сада совместно с родителями показывали театральную постановку на бурятском языке. Фестиваль вызвал восторг, эмоции детей, знакомство друг с другом, общение и, главное, желание снова участвовать в таких значимых мероприятиях. Ну, когда в репертуаре было у нас много сказок, мы решили сделать постановки сказок в онлайн-формате. Мы подумали про мультфильмы, обсудили с детьми о том, как можно сделать мультфильм самим, какой материал необходимо для создания персонажей, какую сказку выбрать, какие должны быть декорации, что должны говорить герои и так далее. Так появился еще один проект «Создаем мультик на бурятском языке». Сюжетом мультфильма стали вот наши знакомые сказки. Вот цель проекта – развитие речевых умений на бурятском языке, создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала детей в процессе создания мультфильмов, раскрытия их индивидуальности. Попрошу включить видеоролик «Сценка Герхен». Создаем мультфильм на бурятском языке. Дальше. Цель проекта – развитие речевых умений на бурятском языке, создание благоприятных условий. Но если не открывается, давайте дальше листать презентацию. Вот, покажем цели, задачи проекта «Создаем мультфильм на бурятском языке». Так. Образовательные задачи – познакомить детей с технологией создания мультипликационных фильмов, развивать творческое мышление, воображение, формировать навыки использования бурятского языка как средство общения, создать позитивную установку для дальнейшего изучения бурятского языка, воспитывать интерес, внимание и последовательность в процессе создания мультфильма, прививать ответственное отношение к своей работе. Ну, этапы работы, подготовительный этап, это разработка алгоритма работы над мультфильмом, подготовка необходимых реализаций проекта материалов, оборудования. И второй этап создания творческой группы детей, родителей, погружение в произведение, разработка создания персонажей, декораций. Ну, здесь идет реализация проекта, да, монтаж, озвучивание. Так, и третий этап – итоговое занятие на тему примера мультфильма, родительское собрание, дети мультипликации, презентация проекта. Ну, следующий слайд. Так, вот здесь дети как раз работают над вот созданием фона, рисуют фон сказки, лепят персонажей. Здесь сначала мы решили сделать сказку «Репка» из Умка Марменде, которые дети речевые модели слова хорошо знают. Вот, фон делают, лепят персонажей. Ну и вторая наша сказка, мультфильм был «Герхен». На основе этих сказок мы сделали мультфильм. Можно тоже ролики показать. Дальше. Также у нас есть передвижной, как сказать, мультстудия. Передвижная мультстудия, приобрели программное обеспечение, штатив, ширма. Все для организации мультипликационной деятельности. Вот здесь дети делают раскадровку, вот, переставляют фигуры героев. Каждый кадр ну, вот, делать очень, конечно, долго. Вот мы делали вот, мультфильм, вот, один мультфильм в течение недели, получается, каждый день вот, по частям снимали кадры, да, мультфильма. Вот есть камера мультстудии, методические рекомендации. Вот наша администрация все нам предоставила. Так, можно видеоролик мы мультстудии
тоже здесь на презентации должно быть. Вы меня слышите, ага? Да, да, У вас, видеоролик, да, он находится внутри вашей презентации, так ведь? да, должно быть. А на каком слайдах он находится? Слайд видео, мультстудия, видеоролик, 16 слайд. 16 слайд? Вот сейчас мы видим 16 слайд, но что-то мы здесь кнопочек не видим, к сожалению, где Ну, он. внизу кнопочки должны быть, все вставлено. К сожалению. И мультфильмы вставлены. Следующий 17 слайд. Давайте попробуем включить мультфильм «Репка». Это первый наш мультфильм. Вот здесь мы работаем над мультфильмом «Герхен». Да, вот здесь. Ага. К сожалению, мы такой кнопочки здесь не можем найти. Может, при пересылке или вот ссылку же вы отправляли, да? Да, там ссылка, все есть, да. Вот, и, видимо, технический сбой, к сожалению. Но я думаю, что ваш мультфильм можно увидеть где-то на сайте вашего детского сада, нет? Да, на сайте детского сада, вот на презентации, где должны быть эти ссылки предоставлены, все, следующий слайд можно. А звук пропал, да, пишут? У меня звук, все включен, все нормально. Хорошо, спасибо, Людмила Елизаровна, за такой интересный доклад. Я думаю, что, к сожалению, с видеороликом у нас не получилось подключиться, но все желающие могут увидеть ролики, о которых говорит Людмила Елизаровна, на сайте МБДУ детский сад номер 35, Алые паруса города Улан-Удэ. Спасибо большое. Есть ли вопросы к Людмиле Елизаровне? Можно вопрос? Да, это кто? Гарума Ринчинбоевна. Гарума Ринчинбоевна Ванзатова. Людмила Елизаровна, скажите, пожалуйста, когда вы создаете мультфильмы для своих детей, кто занимается техническими сторонами? Есть специально обученные люди или вы сами все делаете? Мы, конечно, с помощью родителей нам помогают. Вот эту сказку «Репка» мы сделали на телефоне, на приложении «Мшот». Конечно же, родители и старший воспитатель все нам помогали. Поняла, спасибо большое. Очень интересно. Спасибо. Да, все здесь ссылки есть, можете посмотреть. Еще для обратной связи, для закрепления речевого материала детьми дома с родителями на основе мультфильма Герхен придуманы интерактивные задания на сервисе Learning Apps. Ссылка на выполнение задания отправляется каждому ребенку, и после выполнения задания автоматически выставляются баллы в личном кабинете на сервисе. Педагог проверяет и подводит итоги. Там вот какие вопросы. Как попросился волк в дом? И из 3 вариантов дети с родителями должны выбрать. Тахынты, тане доржи болтугу, энэхынбе. Вот, правильный ответ. Да. Правильный ответ выбирают по сюжету сказки, вот придуманные вопросы. Угу. Спасибо, Людмила Спасибо. Благодарим вас. Итак, сейчас попробуем мы включить видео Остаповой Зои Васильевны, которое называется «Формирование положительной мотивации к обучению коми-языку в дошкольных образовательных организациях». Изменили уже название. Республики Коми. Во всяком случае, представлено так. Итак, включается видео. Слышно ли? Сейчас, подождите. Дорогие коллеги, слышите? Появилось видео? У меня появилось только Остапова Зои. Видео мы пока не видим. Не видно, да? Видео не загрузилось? Не загружается. Видно папку с файлами. Йойда. Появилось ли видео, дорогие коллеги? Нет еще. Нет еще. Открыть с помощью программы не тушите. Попробуем, да? Я думаю, нужно попробовать так. Когда начинается демонстрация экрана, выбрать именно окно с плеером.
То есть вот сейчас откройте сам вот этот видеофайл, но как бы поставьте на паузу, и при демонстрации вы выберете вот именно вот этот файл видео. Сейчас, секундочку. Спасибо большое. Дорогие коллеги, вот вы видите, насколько все-таки мы стали очень продвинутыми, конечно. Артем Сергеевич, благодарим вас. Появилось ли видео? Спасибо. Итак, слушаем Зою Васильевну Остапову. У нее называется «Методическое сопровождение процесса обучения коми-языку в дошкольных образовательных организациях Республики Коми». Здравствуйте, дорогие коллеги. Привет вам из Сыктывкара, столицы Республики Коми. Сегодня я бы хотела вам рассказать о том, каким образом в нашей республике организовано методическое сопровождение процесса обучения коми-языку в детских садах. Сказать о том, что наша республика многонациональная, и более 30 народов национальности проживают в нашей республике, но все они, конечно, находят доброжелательное, создана доброжелательная обстановка, и каждый народ, который имеет к этому потребность, имеет возможность сохранять свой язык и свою культуру. Давайте попробуем еще раз. Дело в том, что звук мы слышим не из презентации, а с ваших колонок, да? Когда вы выбираете поделиться презентацией, там надо поставить галочку «Совместное использование видео и звука». И тогда звук будет идти из презентации. Вот сейчас остановите презентацию. Далее. Это демонстрация. А вот сейчас, когда вы будете включать демонстрацию экрана, там будет справа внизу галочка «Совместное использование видео и звука». Есть ли такое у нас, Александр Баирович? Так. Ага. Итак. В Коми проживает около 20%, это по переписи 2010 года. И, конечно, большой заботой является сохранение Коми национального языка. Эта работа успешно проводится в научно-методической лаборатории национальных проблем дошкольного образования, которая была создана 25 лет уже. И как раз вот основными задачами является создание разных материалов, методических пособий, программ для организации процесса обучения коми-языку и организация различных проектов, которые направлены на формирование положительного отношения к коми-языку, начиная с раннего возраста и популяризации коми-языка в обществе. В нашей лаборатории разрабатываются различные программы и методические пособия по разным направлениям. И, конечно же, очень хорошо, когда они изданы красочно, в хорошем качестве и доходят до педагогов детских садов, а те уже могут более эффективно организовать свою работу. В нашей республике функционируют, работают детские сады двух видов. Это детский сад, где педагогический процесс организован на коми-языке. Конечно, эти детские сады располагаются в небольших селах и деревнях, местах компактного проживания коми-народа. Таких детских садов около 60 на сегодняшний день. И воспитывается в них немного более 2000 детей. Второй вид детских садов – это, конечно, большинство, в которых организована работа на русском языке, но в тех детских садах, где есть педагоги, владеющие коми-языком, организован процесс обучения коми-языку как второму, как государственному. Есть детские сады, в которых используются технологии языкового погружения, так называемое частичное языковое гнездо. Частичное языковое погружение, понятно, что не стопроцентное, 50 на 50. И эти детские сады, конечно же, имеют более высокий уровень результатов владения детьми коми-языком. Таких детских садов немного, но
надеемся, что будет такое количество увеличиваться. Конечно же, эффективность обучения коми-языку, качество этого педагогического процесса зависит от личности педагога. Насколько жизненная позиция педагога сформирована таким образом, что он, владея языком, имея методические навыки, имея любовь к детям, хотел бы, чтобы его родной язык сохранялся, передавался из поколения в поколение. Это очень важно, как бы такая вот патриотическая настроенность педагога. Конечно, очень важным является жизненная позиция педагога, насколько он активен, насколько он с опытом своих коллег, и не только в Республике Коми, но и в других регионах России и за рубежом. То есть насколько он хочет учиться, насколько он активен как педагог. И, конечно, большое значение имеет профессиональная компетентность. И вот, учитывая вот эти вот разные, скажем так, критерии, мы организуем работу с педагогами. Лаборатория курирует инновационные площадки этнокультурной направленности. Каждая площадка, она имеет свое направление, свою тему. Именно на этих площадках разрабатываются, апробируются современные подходы по тем или иным направлениям. Организуются различные конкурсы, в ходе которых, опять же, анализируется профессиональный опыт педагогов, и обязательно идет, скажем так, вот трансляция положительного, лучшего опыта педагогов на республиканском уровне. Проводим мы различные фестивали, в том числе Республиканский фестиваль творческих идей, на котором педагоги могут продемонстрировать свои интересные какие-то находки. И, в общем-то, каждый фестиваль, он заканчивается обобщением материалов и созданием различных сборников. На сегодняшний день, конечно, наиболее популярным вариантом являются электронные сборники. Мы организуем различные педагогические десанты в разные уголки нашей республики. И педагогический десант, он состоит из группы педагогов, энтузиастов, практиков, которые, выезжая в другие районы, организуем мы семинары. И как бы идет как бы такой вот обмен мнением, да, общение педагогов друг с другом. И такая форма работы, во-первых, она позволяет объединяться педагогам, знакомиться друг с другом, и затем уже эти контакты они поддерживают сами друг с другом, и это позволяет как-то повышать свой как бы стимул, да, повышать свою мотивацию к поиску нового. Реализуется у нас в лаборатории такой вот интересный проект, который имеет название «Школа игропедагогики Джолюк-Малышок». Этот проект реализуется с 2016 года. Вначале она называлась как «Мастерская игропедагогики», но мы доросли вот до такого названия, как «Школа игропедагогики Джолюк-Малышок», и он финансировался из фонда президентских грантов. И сейчас мы также имеем грант на реализацию этого проекта от Министерства экономического развития Республики Коми. Конечно же, основной целью этого проекта является формирование положительного отношения к коми-языку со стороны родителей и формирование вот таких вот детско-родительских театров. Мы организуем фестивали детско-родительских театров. Затем эти все материалы, они обобщаются вот в таких вот электронных изданиях. И не только в электронных, но и в сборниках материалов со сценариями этих сказок и рекомендациями к организации игровой деятельности в детском саду.
В рамках этого же проекта проводится летняя школа игропедагогики «Джолюк Малышок» для воспитателей, которые работают в детских садах, где реализуется программа по обучению коми-языку. В общем-то, эта программа этой летней школы обширная, много различных форм работы проводится с воспитателями. И, конечно же, педагоги получают вот такой вот стимул к своей работе. В нашей республике буквально в течение уже 22 лет, можно сказать, что более 20 лет создаются телевизионные программы для детей дошкольного возраста на коми-языке. Я сама являюсь автором этой передачи. И, конечно же, очень рада, когда педагоги вместе с детьми демонстрируют свои успехи во владении коми-языком. Все эти передачи можно найти на сайте КРТК Юрган. И, в общем-то, эти передачи радуют не только педагогов и детей, но и родителей. И в первую очередь, наверное, родители очень бы хотели, чтобы их дети были артистами в этой телепередаче. Для того, чтобы дети могли познакомиться с персонажами этой детской телепередачи, мы ежегодно организуем праздник Чолам Джолюкес. Это встреча детей с персонажами их любимой передачи. Конечно, важное место в формировании интереса к коми-языку имеет книга. И вот более, опять же, 20 лет назад уже мы реализуем такой вот проект совместно с журналом «Бикини» Скорка, создание книжек-малышек для чтения детьми дошкольного возраста. И, в общем, на сегодняшний день уже издано более 100 вот таких вот детских книжек на коми-языке. Конечно, много есть авторских из народного фольклора, но и переводная. Также литература есть с языка других народов. В лаборатории мы постоянно создаем какие-то интересные новые оригинальные проекты. И вот мы вышли на такой вот интересный, такую форму работы, как проведение акций. То есть к любому дню праздничному, имеющему значение для сохранения родного языка, для формирования патриотических чувств, мы создаем различные, вот предлагаем участвовать в различных акциях. И дети с педагогами, родителями, они создают видеоролики или выполняют задания, которые предлагаются для выполнения, и участвуют в этом. Конечно, обязательно должно быть звучание коми-языка в каждом представленном ролике или материале. И вот, в общем-то, очень как бы таким вот проектом, который нам демонстрирует разные стороны творческой одаренности детей, это вот фестиваль Шуда Челяддыр Коми Черный Пыр, фестиваль детского творчества. Этот фестиваль проводился у нас в этом году второй раз. Первый раз был в 2018 и в этом году. Проводится он по разным номинациям и в разных возрастных категориях. То есть могут участвовать дети от 3 до 7 лет. И номинации самые разные. Но работы раз от раза все лучше. Эти работы мы обобщаем в электронный сборник, и, в общем-то, каждый участник, он получает этот электронный сборник для того, чтобы мог познакомиться с работами всех детей. И, конечно, связующим таким вот, скажем так, каналом является группа «Джолюк Малышок» в социальной сети ВКонтакте, где мы публикуем все наши материалы, новости, работы, наработки, идеи, объявления об акциях и праздниках. И я вот приглашаю всех вас зайти на нашу страницу и посмотреть
тот праздник, который мы реализуем именно вот в эти дни. Праздник Чолам Джолюкес. К сожалению, мы не смогли сделать это в очном формате, мы проводим это в дистанционном формате, но может быть даже это и к лучшему, потому что есть возможность подключить все районы республики нашего края, все районы и города нашего края и увидеть талантливых детей, в которых воспитывают не менее талантливые педагоги и их любящие детей и родители, скажем так. Спасибо за внимание. И, в общем-то, я бы хотела, конечно, закончить свое выступление тем, что наш большой труд сотрудников лаборатории, педагогов детских садов, родителей, он не остается незамеченным. И мы делаем вывод, что изменяется отношение к комязыку от отрицания к принятию. Это, конечно, нас очень радует. И как в качестве предложения, как участника этой конференции, я бы хотела предложить вот такие, для рассмотрения такие проблемы, что очень жаль, что труд педагогов детских садов, он иногда не поддерживается в школе, то есть отсутствует преемственность в обучении коми-языку от детского сада к школе. Вот это у нас проблема является в республике такой достаточно актуальной, над которой мы сейчас работаем. И, конечно, мы ставим над собой проблему повышения языковой компетентности педагогов, методических каких-то умений, для того, чтобы педагоги они могли действительно сохранять коми-литературный язык и передавать это своим воспитанникам. Спасибо за внимание. И надеюсь, что, конечно же, именно через маленьких детей родной язык будет возвращаться в социум. Всего доброго. Итак, дорогие участники, мы с вами прослушали видеодоклад Остаповой Зои Васильевны, хотя у нее лимит был несколько превышен, но мы решили его не сокращать, не сжимать. Итак, теперь слово предоставляется Дашиевой Саилме Анандуевне, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, Бурятский государственный университет имени Доржи-Ванзарова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры бурятской языка и методики преподавания с докладом из опыта разработки УМК «Начальный курс бурятского языка для детей младшего школьного возраста». И запускаем презентацию Саилмы Анандуевны. Так. Добрый день всем. Появилась ли презентация, дорогие коллеги? Появилась, да? Приветствую участников Всероссийской конференции и хочу пожелать всем нам плодотворной работы. Тема нашей конференции сегодня актуальна как никогда. Во всем мире сейчас есть озабоченность тем, как сохранить родные языки. Для профессионального сообщества это актуальные вопросы преподавания, изучения родных языков, использования передовых технологий и методов обучения. Особенно остро стоит вопрос преподавания родных языков народов Российской Федерации, в том числе бурятского. Мне хотелось бы сегодня поделиться с вами нашим опытом разработки учебно-методического комплекса «Начальный курс бурятского языка для детей младшего школьного возраста» Амыр-Мэнде. Кроме названного УМК, этим же коллективом авторов разработан УМК для детей дошкольного возраста, о котором будут рассказывать в 4-й секции нашей конференции. Если кто заинтересуется, им может посмотреть в YouTube по ссылке. И мы очень надеемся, что данные УМК перерастут в завершенную линию учебников, в которых будет реализована идея непрерывного языкового образования в русле единой авторской концепции. Учебно-методический комплекс Амыр-Мэнде, предназначенный для обучения бурятскому языку учащихся 1-го, 2-го и 3-го года обучения,
общеобразовательных учреждений получил свое рождение благодаря УМК МНД, адресованного для студентов. Вы сейчас как раз видите на слайде, это самое первое издание вот этого УМК, далее, который был разработан в 90-е годы на факультете экономики и управления Бурятского государственного университета на основе богатейшего опыта преподавания иностранных языков и русского языка как иностранного. Он выдержал 4 издания. Вы видите на слайде, что здесь также составными частями данного учебно-методического комплекса является пособие по чтению, также познавательные задачи для изучения культуры на уроках бурятского языка. Значит, это первый УМК коллектива авторов, который был разработан под руководством нашего уважаемого учителя, научного руководителя Богомоловой Ольги Иннокентьевны с позиции коммуникативного, уровневого, ситуационного подходов, что в нынешней языковой ситуации является как никогда актуальным и востребованным. Идея коммуникативного обучения бурятскому языку благодаря успешному многолетнему эксперименту в университете продолжила свое развитие и существование в УМК для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Отличительной особенностью данной серии УМК, вы видите на слайде, да, значит, является коммуникативная направленность обучения, взаимосвязанное обучение различным аспектам языка и видам речевой деятельности, говорению, аудированию, чтению и письму. В ней произведен отбор лексико-грамматического материала, который, будучи включенным для обучения одному виду речевой деятельности, с определенной частотой и в иных формах встречается при обучении в других видах речевой деятельности. УМК состоит... УМК состоит из учебника, рабочей тетради, книги для учителя и аудиокассет. В скором времени планируется выпуск учебного пособия для чтения, охватывающего все этапы обучения, то есть с 1 по 3 год. Серия УМК Амур-Мэнде была издана по заказу Министерства образования Республики Бурятия и прошла апробацию в общеобразовательных учреждениях республики. Но вот среди участников нашей конференции как раз есть учителя практики, которые работают по данным УМК, притом успешно. Данная серия сохранила основные принципы нашего первого учебника МНД, приоритет коммуникативной цели в обучении бурятскому языку, соблюдение деятельностного, личностно ориентированного характера обучения, сбалансированное и взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности, развитие когнитивных способностей учащихся, социокультурная направленность процесса обучения бурятскому языку. Учебный материал перераспределен с учетом возрастных особенностей учащихся. Дети активно вовлекаются в процесс обучения с помощью реальных и фантастических персонажей. Каждый из учебников серии Амур-Мэнде имеет свой сюжет. Например, Амур-Мэнде для 1-го года обучения представляет собой занимательную игру в путешественников, предлагая стать героями волшебной страны бурятских звуков А-Баха и школу юных волшебников Эди-Шиде, что позволяет кратко проигрывать разные ситуации именно в игровой форме. Авторами разработан новый подход, который в доступной, веселой форме знакомит детей со звуками, лексикой и грамматикой бурятского языка. Путешествие с героями книги, сказочными героями Зонкалыта, Бодумшу и Сысынкукан, дети испытывают радостное чувство познания. Введение учебного материала в сказочной форме вне всякого сомнения помогает развить и сохранить учебную мотивацию. Амур-Мэнде для 2-го года обучения представляет собой также игровое путешествие с героями, которые изучают бурятский язык со Знайкой, Машей, Золушкой и Буратино, знакомящими учащихся с различными лексическим и грамматическим материалом бурятского языка с помощью игровых ситуаций. В Амур-Мэнде для 3-го года обучения с 1-го урока учащиеся знакомятся с реальными персонажами Эрдемом и Арюной
который помогает им в их путешествии в прекрасном мире бурятского языка. В учебниках есть много интересных заданий и упражнений, которые последовательно и системно отрабатывают языковые навыки и речевые умения. Предлагаемый обучающимся языковой материал позволяет им выразить свои мысли и чувства в игре, стимулирует общение со сверстниками на бурятском языке. Все задания даны в порядке возрастающей трудности, что способствует выработке умения использовать знания в новой ситуации. В конце учебника представлены урок повторения по всем темам и бурятско-русский словарь. Урок повторения помогает учителю систематизировать знания учащихся в конце учебного года. Словарь охватывает лексику, предназначенную для активного усвоения. Рабочая тетрадь содержит материал, предназначенный для совершенствования каллиграфических навыков, а также интересные и соответствующие возрасту коммуникативные упражнения и задания творческого характера. Учебник и рабочая тетрадь красочно иллюстрированы, что способствует лучшему пониманию учебного материала учащимися. Особая ценность представляет то, что эти издания снабжены аудиоприложением. Эти аудиоприложения, значит, используются в каждом УМК. Далее, которые включают задания по аудированию, каждому уроку, направленные на развитие навыков аудирования и устной речи. В методическом пособии для учителя и родителей каждому учебно-методическому комплексу по классам раскрываются основные концептуальные положения учебника, даются подробные методические комментарии к урокам, предложены различные дидактические игры для формирования обучающей активности у детей. В книге для учителя также содержатся рекомендации по обучению коммуникативным умениям, примерные конспекты занятий, что позволяет учителям намного сэкономить время на разработку уроков и больше времени для творчества учителя. Таким образом, единство учебно-методического комплекса Амр-Менде для второго, третьего, четвертого классов гарантирует ученикам, учителям, родителям системность не только в подаче содержательного материала, что является и важным критерием направленности на технологичность в организации учебной деятельности на каждом уроке в течение 3 учебных лет. Спасибо за внимание. Спасибо, Сайман Андоевна. Есть ли вопросы, дорогие коллеги? Ну, давайте перейдем дальше. Следующее слово предоставляется Чистяковой Наталье Николаевне, Республика Хакасия. Вы здесь, Наталья Николаевна? Откликнитесь, пожалуйста. Ну, согласно нашим данным, вы планировали принять участие, но если нет Натальи Николаевны Чистяковой, в таком случае разрешите представить слово Амакаевой Элларе Уляевне. Эллара Уляевна, я вот не нашла вас тоже среди участников. Если вы здесь, то отзовитесь, пожалуйста. Включите у себя микрофон, звук. Нет, видимо. Сейчас так. Лару Ляевну мы тоже не слышим, Амакаеву, которая представляет Республику Калмыкия. Нет, да? Ну, в таком случае, жаль, конечно, вполне возможно, у них, может, какие-то проблемы со связью, может, они еще появятся у нас в секции, скажем, да, на нашей видеоконференции. Тогда мы разрешите представить Дандакову Сайлмо Даржиевну, Республика Бурятия, Яравнинский район, Сосновозерская СОШ номер 1, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель бурятского языка и литературы. Доклад ее называется «Система упражнений при обучении словосочетаниям бурятского языка для формирования речевых умений и навыков учащихся 5 класса». Александр Борисович, она просила, что она хотела бы демонстрацию сделать, попробовать сама. Поэтому давайте отключим. Рада приветствовать участников. Пожалуйста, демонстрацию дайте.
Хорошо. Так, появилась ли у вас демонстрация экрана возможностей? Нет. Нет еще? Нет. Александр Борисович, может, дело в моем вот этом ноутбуке? Вы включите, пожалуйста, тогда. Я буду говорить в следующий слайд. Угу. Добрый день. Рада приветствовать участников Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Я представляю к вашему вниманию методическую разработку системы упражнений при обучении словосочетаниям бурятского языка для формирования речевых умений и навыков учащихся 5 класса. Следующий. Успех в обучении бурятскому языку как родному определяется прежде всего системой упражнений. Следующий слайд. Которая играет ведущую роль в формировании речевых умений и навыков. Для обучения словосочетаниям бурятского языка необходимо создание рациональной системы упражнений. Под системой упражнений мы понимаем содержание и приемы проведения работ, целенаправленных и разнообразных по характеру, взаимосвязанных друг с другом, расположенных с учетом постепенного нарастания трудностей. Разработанная система упражнений основана на разных принципах, как принцип самостоятельности, преемственности, постоянного нарастания трудностей, связи теории с практикой. Предложенные мной упражнения определяются по следующим критериям по разграничению языка и речи: языковые, предречевые и речевые. При обучении словосочетаниям бурятского языка целесообразно, на мой взгляд, применение 3 типов упражнений, так как языковые упражнения учат учащихся правильному конструированию словосочетаний бурятского языка, а для этого необходимо знать все грамматические категории и формы той или иной части речи, после чего учащиеся используют данную синтаксическую единицу в контексте предложения, предречевых упражнений, и лишь после этого в связанном тексте выражают свои мысли, составляя рассказы с помощью речевых упражнений. Следующее. Языковые упражнения направлены на усвоение и на закрепление различных структурных моделей словосочетаний, помогают в выработке у учащихся сознательного отношения к языковым явлениям, правилам сочетания слов. Наиболее продуктивными в обучении учащихся словосочетаниям являются следующие виды языковых упражнений, которые вы видите. Следующий слайд. Языковые упражнения, составляющие основу для проведения других видов работы, в частности предречевые и речевые, носят аналитический характер и могут проводиться на различном материале, как на отдельно изолированных словах, словосочетаниях, предложениях, так и на связанных текстах. В ходе этих упражнений учащиеся отрабатывают материал для более сложных речевых упражнений. Изучение словосочетаний бурятского языка начинается в 5 классе после получения первоначальных практических навыков построения синтаксических конструкций в начальной школе. Поэтому на уровне 5 класса необходимо сформировать у учащихся навыки конструирования словосочетаний и их использования в устной и письменной речи. При изучении словосочетаний основной акцент делается на усвоении учащимся грамматической функции слов и словосочетаний. Учащиеся учатся находить главное и зависимое слово в словосочетании, определяет, какая часть речи выступает в роли главного и зависимого слова. Следующий слайд. Так, при повторении имени существительного важно познакомить учащихся с синтаксическими связями, типичными для этой части речи, с другими словами словосочетаний. При этом основная работа ведется над словосочетаниями разных типов. Прилагательный плюс существительный, что объясняется частотностью данной модели, выражением ею типичных отношений. Учащиеся сами могут обнаружить, что при сочетании существительных с прилагательным на первом месте стоит имя прилагательное. Однако необходимо знакомить учащихся с моделью прилагательный плюс существительный с предлогом, что не так часто встречается в бурятском языке. Также уделить внимание учащихся на другие модели словосочетаний. Рассмотрев данные основные модели, учащиеся делают вывод о том, что имена существительные входят в словосочетание различных структур. Это дает учителю возможность использовать подобные упражнения при изучении определенных частей речи, а их выполнение углубит знание о зависимости структуры и семантики словосочетаний от лексических и морфологических факторов, от средств связи слов в словосочетаниях. Следующее.
Работая над подобными словосочетаниями, я ставил перед собой следующие задачи, которые вы видите на слайде. В речи учащихся типичным недочетом является недостаточная распространенность предложений, как отсутствие определений. Очень часто учащиеся называют предметы и не указывают их признаки, поэтому мною были проведены упражнения на активизацию в речи учащихся словосочетаний прилагательные плюс существительные, числительные плюс существительные, упражнения на ввод их предложения и связанный текст. Работа над словосочетанием при изучении глагола имеет очень большое значение и имеет следующие задачи. Показ норм управления ряда глаголов, предупреждение исправления ошибок в управлении глаголом. При рассмотрении глаголов в составе словосочетания проводилась практическая работа над словосочетаниями с точки зрения норм управления. Большинство учащихся допускают ошибки при употреблении предлога в словосочетаниях бурятского языка. Необходимо предложить упражнения, способствующие выработке навыков правильного употребления предлогов при конструировании словосочетаний. Таким образом, при изучении словосочетаний и повторении определенной части речи предлагаются упражнения по составлению или нахождению словосочетаний, построенных по определенным моделям, конструкциям, в которых реализуются способности изучаемых слов сочетаться с другими словами. Следующий слайд. Предречевые упражнения направлены на обучение простым предложениям, что играет немаловажную роль в развитии речи. Первые задания в таких упражнениях носят языковой характер, но основную составляет задание на составление предложений. При этом учитываются отработанные навыки конструирования словосочетаний. По конструированию простых предложений предлагается следующее упражнение, которое на слайде. Пожалуйста, следующий слайд. При выполнении предречевых упражнений происходит формирование следующих умений, как выделять словосочетания из предложений с опорой на знание о членах предложений, о частях речи, определять структуру словосочетания на основе знания о частях речи, различать предложную и беспредложную связь слов словосочетания. Следующий слайд. Следующий тип упражнений – это речевые упражнения, входящие в предлагаемую систему упражнений по методике обучения словосочетаниям бурятского языка. Речевые упражнения представляют собой высшую ступень упражнений по развитию речи учащихся. В системе таких упражнений основное место занимает упражнения на составление текста по опорным словосочетаниям. В системе речевых упражнений предлагаются следующие задания творческого характера, которые видите на слайде. Речевые упражнения сложнее языковых упражнений, ведь при их выполнении учащиеся должны обладать умениями и навыками правильного конструирования словосочетаний бурятского языка. Речевые упражнения предполагают активизацию знакомой лексики и прочно усвоенных грамматических явлений и направлены на формирование навыков грамматически правильной речи. С помощью этих упражнений учащиеся учатся выражать свои мысли. Данные упражнения направлены на практическое освоение языкового материала в речи и проводятся на основе связанных текстов, которые способствуют развитию речи. При выполнении речевых упражнений, следующий слайд, основной задачей является наблюдение над функцией словосочетания, формируемые умения видны на слайде. Данная система упражнений по обучению словосочетаний основывается на сочетании языковых, предречевых и речевых упражнений, которые способствуют овладению структурой и механизмом построения словосочетаний, отдельных предложений и выработке умения употреблять их в творческой речевой деятельности. Система упражнений должна соответствовать этапам формирования речевых навыков, способствовать развитию всех видов речевой деятельности, слушания и говорения, чтения и письма, служить одновременно контролем знаний, умений и навыков учащихся. Следующий слайд. Разрабатывая систему упражнений при обучении словосочетаниям бурятского языка, я решила исходить из следующего соображения. Упражнение реализует метод обучения. В качестве метода обучения мною выделены информационно-рецептивные, репродуктивные, проблемного изложения, эвристические, исследовательские методы. Согласно выделенным методам выделяются упражнения, которые определены по степени нарастания познавательной активности обучающихся.
Разработанная система упражнений создает условия для владения способами деятельности, которые необходимы для осуществления речевой коммуникации, что очень важно при реализации ФГОС, основного общего образования, при обучении бурятскому языку. Следующий слайд. На этом у меня выступление заканчивалось. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Саилма Даржиевна. Итак, вопросы Саилме Даржиевне, дорогие. Мынде Саилма Даржиевна, это я, Дугарма Папаева, звоню с Акинского района. Говорю. Хотела бы узнать, какие результаты есть ли успехи в изучении бурятского языка по вашей программе у школьников 5 класса. Да, намного, конечно, выросло качество, потому что пришли дети, как бы, не умеющие составлять тексты связанные, поэтому по данной методике как бы можно увидеть результаты, что они могут составлять уже связанные тексты, писать изложения, сочинения по картине. Сборник, эта система упражнений состоит примерно из 100 упражнений, которые составлены в 2 вариантах. Кому интересно, можете увидеть эту систему, мою разработку, на моем сайте учителя инфоурок. Хенда. Саилма Даржиевна, можно еще один вопрос? Саилма Денисовна Венчинова, 63-я школа, учитель бурятского языка. Саилма Даржиевна, в вашем методическом пособии системы упражнений по словосочетаниям, там у вас есть еще дополнительно именно по предложениям еще система упражнений? Или только там я вам рассказала кратко очень. Я говорю, там около 100 упражнений. Поэтому я их вот усложила. Да. Там все упражнения разного характера. Помимо учебника, получается... Видите, это, я говорю, можете ознакомиться на сайте. На сайте только, да? Да. Инфоурок. Спасибо большое. Спасибо, Саилма Денисовна, за вопрос. И спасибо Саилме Даржиевне за столь интересный доклад. Мы знаем, что она давно работает в этом направлении. Действительно, по словосочетаниям и предложениям и на уровень текста выводит детей. А теперь разрешите предоставить слово Шаалы Алевтине Сугдуровне. Мы вас видим. Республика Тыва, город Кызыл, Институт развития национальной школы, ученый-секретарь, кандидат педагогических наук, выступит с докладом «Этнокультурная составляющая содержания воспитания через изучение родного языка». Алевтина Сугдуровна, пожалуйста. Спасибо большое. Хорошего дня. Уважаемые организаторы и участники нашего этнопедагогического сотрудничества, позвольте поблагодарить вас за организацию, проведение и участие в столь важной для всех нас конференции. Мое выступление связано с внесением изменений в федеральный закон об образовании Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся, апробации примерной программы воспитания и разработки рабочих программ воспитания образовательными организациями. Включение в ее структуру и содержание этнокультурной составляющей является гарантом в многоязычном и многокультурном образовательном пространстве России. Уважаемые коллеги, в русле проблемы конференции хотелось бы подчеркнуть те из них, которые затрагивают, уменьшите звук, затрагивают и содержание, и соблюдение прав и потребностей, изучения и получения образования на родном языке. Крайне беспокоит тот факт, что не во всех субъектах Российской Федерации реализуются конституционные права граждан получать образование на своих родных языках. Есть только слово «возможность». Его
предоставления, на условиях выбора, создание условий разного характера, да, требующих не только, естественно, регионального, но и федерального, в первую очередь, финансирования. Реально недостаточно часов, выделяемых на изучение родных языков. Всего 3 часа в базисном учебном плане. Понятно, что регионы выходят из положения, чтобы защитить права обучающихся, выделяя из часов, формируемых самими образовательными учреждениями, на то, чтобы обеспечить более приемлемое образование на своих родных языках и изучение родных языков. Тем самым недостаточное приобщение обучающихся к своим родным корням. Но необходимо же выходить из этой ситуации. В настоящем выступлении хотелось бы затронуть вопросы этнокультурной составляющей содержания вечной категории воспитания. Воспитание, которое трактуется нашим академиком Геннадием Николаевичем Волковым как педагогика, как любовь и пример. Воспитание – это и есть любовь и пример, он говорит. Потому что она способствует развитию творческих способностей ребенка, дает более полное представление о богатстве национальной культуры, укладе жизни народа, его истории, языка, литературы, духовных целях и ценностях, что создает необходимые условия для личностного развития обучающих, патриота своей родины, человека высоконравственного, толерантного, народа многонациональной России и мировой цивилизации. Мне было поучительно и полезно в осмыслении целей и задач этнокультурного воспитания выступления Туяны Цареновны Дугаровой об этнопсихологических условиях изучения родных языков. Отрадно было неоднократное большое спасибо Туяне Цареновне, что она уделяла опыт Республики Тыва. Те условия, обозначенные ученым, активно реализуются в Республике Тыва, но, естественно, требуют более такой тщательной этнопсихологической интерпретации. А школа с этнокультурным содержанием образования и инновационный тип такой школы с точки зрения психологии и педагогики является важнейшим элементом мотивации к изучению родного языка, сбережения и развития этнической культуры, освоения и присвоения. Вот я особо обращаю внимание на вот эти слова: освоение и присвоение детьми и молодежью ценностей родной культуры, формирование этнического самосознания и гражданской идентичности обучающихся. Исходя из этого понятия этнокультурной составляющей содержания воспитания через изучение родного языка представляется нами как фактор формирования коммуникативной этнолингво-культуроведческой компетенции обучающихся как цели и конечного результата обучения родному языку. Очень важно, чтобы обучающиеся осознавали роль родного языка как кладовой духовного наследия родного народа, взаимосвязь языка, истории, национально-культурной, лингвистической специфики тувинского языка, народного речевого этикета и культуры общения. В соответствии с новыми стандартами этнокультурная составляющая содержания воспитания реализуется, во-первых, в инвариантной части через уроки родного тувинского, в частности, по опыту нашей республики, тувинского языка и литературы, истории Тувы, географии Тувы. Во-вторых, через интеграцию
этнокультурного компонента содержание традиционных школьных предметов, таких, например, как окружающий мир, история, география, русская литература, физическая культура, технология, музыка. То есть во все предметы должно быть включено национальное этнокультурное содержание. В-третьих, мы считаем, что в содержании образования мы и в программу воспитания, где есть такой раздел, включить программы по народоведению, как отдельный учебный курс. В данном случае мы можем прибегнуть к тому, что в базисном учебном плане мы можем включить как вариантную часть, так и вариативную часть, которая формируется самими образовательными организациями. Мы практикуем эти два варианта. И во внеурочной деятельности мы включаем программы дополнительного образования детей по народному прикладному искусству, этномузыке, национальным видам спорта. Это обязательно троеборье, да, вот, которые существуют в традиционной культуре народов Центральной Азии. Это хуреш, скачки, стрельба из лука. Это обязательно. Это настольные тувинские игры. Сейчас у нас в республике реализуется проект «Национальные игры детям». Вот. Мы создали возможность детям, в общем-то, обеспечив средствами, то есть букашедра, кажик, игры в кости. И это все очень активно используется в нашем учебном воспитательном процессе. Также необходимо подчеркнуть о том, что у нас в республике очень активно включаются и программы по обучению детей горловому пению, хуреш, народным танцам, музейной педагогике. Все это, конечно же, в одном выступлении невозможно охватить, и поэтому я просто привожу кратко. Этнокультурное содержание, составляющая содержание обучения родному языку, предполагает владение лексикой этнокультурной тематики во всех формах учебно-воспитательного процесса, применительных к школам, изучающим родной тувинский язык. Это текст о языке, быте, нравах, истории, традициях, обычаях тувинского народа. И, естественно, необходимо, вообще мы не должны исключать из того, что вот эта лексика наряду с тувинским языком должны присутствовать и лексика народов совместного проживания, сопредельного проживания, которые направлены на формирование у учащихся функциональной грамотности. Это же социальная проблема, да? Поэтому ребенок должен погружаться в социальную среду, и, естественно, он должен понимать о том, какие традиции, обычаи активно функционируются в среде. Вчера говорилось с Дуяной Цариновной о природной, образно-знаковой реалистичности, уроках созерцания.
и о многих факторах воспитания как условий формирования этнического самосознания. Действительно, уважаемые коллеги, участники нашей конференции, действительно проблема, поднятая Нугаровой Туяной Цариновной, реально существует. Недостаточно в наших разработках представляются этно-психологические составляющие изучения родных языков и получения образования на родном языке. Содержание образования еще недостаточно. Прошу прощения, к сожалению, время вышло, поэтому... Я, значит, подхожу к заключению, да, вот я просто хотела показать на примере одной лексической единицы юрта, и у бурят, и у всех наших народов Центральной Азии, намадов, есть это понятие, да, вот именно приобщенность, вот предметный мир, да, о чем мы говорили, и все это, да, вот даже ознакомление с частями юрты, это обогащает словарный запас детей. Спасибо. Да, ну, я не успела сказать о тех модулях, которые нами реализуются, да, и которые будут включены в программу воспитания. Но я думаю, что участники конференции увидят это и почитают, и приобщаться к опыту Республики Тыва. Большое спасибо за внимание. Каршаева, буду участвовать. Спасибо, Алевтина Сульдуровна. Дорогие коллеги, вот я вижу что-то, видимо, перебои с интернет-связью, по всей видимости. Есть ли вопросы к Алевтине Сульдуровне? У меня вот будет два небольших вопроса, очень кратеньких. Во-первых, а есть ли у вас учебно-методические комплексы вот по тому предмету вы говорили, или это модуль народоведения? Мне очень интересно. Об этом я не успела сказать. У нас создан весь учебно-методический комплекс. Я, к сожалению, не вижу моей презентации, которую я отправляла. Там у нас... отправляли презентацию? В общем-то, я там показываю, да, вот давайте, у меня тоже есть эта презентация, да? Вам видно или не видно? Или как надо сделать, чтобы... В общем, учебно-методический комплекс по народоведению с 1 по 9 класс у нас полностью создан. И каждый вот этот этап, да, изучения родной культуры у нас сопровождается программой, учебным пособием, хрестоматией для чтения детей, также видеоматериалами. То есть мы создали такие видеофильмы, которые тоже, значит, отвечают вот всем требованиям нашей программы. То есть логично показана вся последовательность ознакомления детей. Спасибо, спасибо, Алевтина Сульдуровна. Понятно. И еще один маленький вопрос. Вот Институт развития национальной школы. Это вот тот институт, который был в НИИ национальных школ еще в РСФСР, в Советском Союзе. Он вот никогда не прекращал свое функционирование, видимо, или это новое созданное учреждение уже в постсоветский период? Вы знаете, очень долгая такая история, да, вот у нас изначально была лаборатория при Институте проблем образования, помните, вот национальных школ Федерации. А потом уже, значит, с конца прошлого столетия мы, значит, сформировались как институт, центр развития национальных школ. А в 2006 году мы стали институтом. Об этом и обо всем, конечно, можно говорить, но
А насколько большой штат у вас там специалистов, сотрудников? У нас сейчас 25 единиц. Спасибо. Спасибо, Алевтина Сугдуровна. Было очень интересно. Благодарим вас за участие, за столь интересный доклад. А теперь разрешите предоставить слово Каратаевой Ларисе Валерьевне. Она у нас должна быть здесь, но вот что-то мы ее не видим в списке наших участников. Ну, если вот у нас Лариса Валерьевна, к сожалению, вот не смогла, видимо, выйти в эфир, не знаю, вот, хотя мы связывались со всеми практически участниками, и тех, кто однозначно будет участвовать, мы, конечно, отмечали. Итак, разрешите слово предоставить Бадагарову Жаргалу Баяндалаевичу, который представляет Германию, Гейдельбергский университет, кандидат филологических наук, исследователь, расскажет нам о лингвометодических основах разработки видеокурса бурятского языка «Бурядар Дугары Ел». Жаргал Баяндалаевич, вы нас слышите? Вот что-то я не вижу Жаргала Баяндалаевича, да, тоже? А? Он был вот буквально 5-10 минут назад, я его видела в списке наших участников, но вот что-то я его сейчас не вижу. Жаргал Баяндалаевич, вы нас слышите? Да. Я, к сожалению, не смогу включить видео. Так. Скажите, пожалуйста, сколько у меня времени? 10 минут, Жаргал Баяндалаевич. Ага, хорошо, спасибо. Так, сейчас я попробую поделиться своим экраном. Так, секунду. Так, ну, надеюсь, видно, да? Да, видно. Хорошо. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рад всех видеть, приветствовать на этой конференции. Ну, благодарю организаторов и хотел бы сегодня немножко рассказать о видеокурсе бурятского языка «Бурядар Дугары Ел», который был разработан впервые в 2014 году, ну и потом был второй этап, второй выпуск этого видеокурса в 2016-2017 году. Итак, вот этот видеокурс, ведущим являлся я, ну и в частности разработчиком этого курса. Курс был полностью разработан мною. Вот можно видеть остальных участников проекта. Данный видеокурс транслировался на местном телевидении, на канале АТВ на протяжении нескольких лет, и я думаю, многие его видели. Кроме того, он размещен на площадке YouTube, и каждый желающий может свободно его посмотреть или скачать. Ну, при разработке этого курса, конечно же, учитывались основные дидактические принципы обучения иностранному языку, так как курс разрабатывался на русском языке, и он в первую очередь направлен на предназначен для тех, кто хочет изучить бурятский язык, но не владеет им или владеет слабо. Также у которого, в принципе, есть желание, но времени и, может быть, средств мало, который хотел бы освоить основы самостоятельно, без необходимости кого-то постоянно спрашивать или перелопачивать большой объем специальной литературы. Ну, это, я думаю, может быть очень важным фактором при выборе, да, и при поиске и выборе именно видеокурсов, да. Ну, также это может быть важно для тех людей, которые несколько раз пытались начать изучать язык, но спотыкались о непонятную терминологию, да. Ну и также, конечно,
важнейшим способом изучения языка и также стимулом для изучения языка является желание не только говорить, но и петь. Ну и, конечно, пение – это еще один дополнительный инструмент для того, чтобы улучшить свои навыки говорения. Ну и так, при составлении данного видеокурса мы отталкивались от следующих принципов. Каждый выпуск не должен быть длиннее 20 минут, в идеале около 15, потому что в наш век как бы обилие видеоконтента очень сложно привлечь зрителей таким достаточно длинным и скучным контентом. Ну, несмотря на то, что этот контент может быть и интересный, да? Вот. Также дополнительным фактором повышения интереса к видеокурсу это был формат сериалов, ну, соответствующей терминологии, да, эпизоды, серии. Вот мы объявляли, что вот первый эпизод, и это как раз, как бы, я думаю, подсознательно влияло на популярность. Краткое и доступное изложение материала тоже один из принципов, как я уже показывал на предыдущем слайде, да, что люди, конечно, имеют мало времени и также хотели бы быстренько освоить основы без необходимости обращения к серьезной литературе, да, скажем так. Ну и также терминология не всегда бывает последовательной в серьезной литературе. И, конечно же, понимание того, что имелось в виду, это уже дело профессионалов, и порой это занимает всю жизнь. Ну и также одним из принципиальных моментов было включение разбора той или иной песни в выпуск для того, чтобы, с одной стороны, повысить интерес, с другой стороны, дать возможность людям наконец-то узнать, о чем поется в той или иной песне, потому что, ну, по нашему опыту, я встречался много раз с людьми, которые говорили: слушай, а что вот в той или иной песне поется? Вот я люблю ее, пою ее даже, но как бы не всегда понимаю. Вот. Так что, конечно, разбор какой-нибудь песни, сделанный человеком на таком доступном уровне, это очень может быть таким интересным, да, как бы материалом. Я думаю, это тоже способствовало, было одним из факторов популярности данного видеокурса. Ну, к числу лингвистических находок, которые были реализованы в данном курсе, вот я бы причислил следующие моменты. Это то, что привязка была осуществлена, привязка грамматических структур к прагматическим реалиям. Именно как бы отталкивались от каких-то прагматических задач, да, как бы, ну, выразить принадлежность, да, выражение принадлежности или местонахождение. Как бы, как обычно, вот на занятиях бывает, что ну, как бы изложение идет с точки зрения каких-то грамматических форм, да. Сегодня мы изучаем там падежи и так далее. Нет, в рамках этого видеокурса ничего такого нет. Именно от таких прагматических задач и вот изложение грамматического, лексического материала, это все было привязано к этим прагматическим задачам. Да? Еще одна лингвистическая находка, ну, впервые, я думаю, примененная в данном курсе, это концептуализация времен, как в английском языке. Вот. Мы в данном курсе именно отталкивались от такого подхода, что
сразу даются глагольные времена и объясняется максимально кратко и максимально как бы просто образование этих времен без использования такого механизма объяснения, как различные морфемы. Например, для образования такого-то времени к глагольной основе присоединяется такая-то морфема в соответствии с законом сингармонизма. Да? Нет, мы старались избегать вот таких вот объяснений. Просто, допустим, для образования настоящего времени, ну, начиная с будущего времени, потому что это образование будущего времени – это наиболее простой способ в бурятском языке. Это берется глагол в словарной форме, и к нему вот этот глагол вставляется в такую базовую структуру. Базовой структурой в рамках этого курса мы называли, ну, как бы, парадигму спряжения глагола би, явахап и так далее, да, до тиды яваха. От первого лица единственного числа до третьего лица множественного числа. Вот. Ну и еще одной находкой является то, что вот в такой парадигме склонения в бурятском языке нужно начинать от первого лица единственного числа, потом идет первое лицо опять множественного числа, потому что в бурятском языке формы единственного и множественного числа, они взаимосвязаны. Допустим, первое лицо единственного числа – это би, а первое лицо множественного числа – это бди. Да? И таким образом, когда мы располагаем их рядом, очень легко запоминается. Да? Би явахап, бди явахапди. Это как бы последовательность вот этой парадигмы, она отличается от того, что принято в обучении европейским языкам. В европейских языках, например, надо сначала формы единственного числа все, да, приводятся, и потом формы множественного числа. Это не в последнюю очередь связано с тем, что этимологические формы, личные местоимения в европейских языках, единственного числа и множественного числа, они не связаны, да, общим происхождением, в отличие от бурятского языка. Поэтому в бурятском языке именно такой подход, я думаю, оправдывает, потому что иначе вот эти формы, имеющие общее происхождение, они будут разнесены по разным квартирам, будут далеко друг от друга стоять, и, в общем-то, вот эта вот стройность, которая обеспечивает легкость восприятия, она теряется. Вот. Ну и, как я уже сказал, вот сознательный отказ от лингвистической терминологии, да, везде, где это возможно, например, при объяснении образования формы настоящего времени, я говорю, что берется глагол в словарной форме, а потом буква «х» в конце слова заменяется на букву «н». Вот, просто. То есть мы этим самым заменяем такие длинные и довольно нудные рассуждения, да, о том, как это происходит. Это просто мы заменяем такую лингвистическую концептуализацию, которая не обязательно важна для того человека, который хочет изучить язык, да, мы заменяем эту лингвистическую концептуализацию на просто как бы механическую какую-то операцию. Это заменить кубик с буквой «х» на кубик с буквой «н». Это очень просто, это любой запоминает сразу же и, ну, как бы может гарантировать, что он никогда этого не забудет. То есть чего мы этим добились? Того, что вот эта вот задача объяснить человеку, что для того, чтобы сказать что-то вот, о том, что делается в настоящее время, нужно просто взять глагол и букву «х» в конце глагола заменить на букву «н». И все. Для прошедшего времени, допустим, эта буква «х» просто убирается. Да? Но там появляется ряд как бы уточнений этого правила для того, чтобы обеспечить правильную генерацию правильных форм.
Ну, здесь как бы это в частности, желающие, я думаю, могут посмотреть этот курс, он доступен на YouTube. Итак, в чем преимущество такого видеокурса? Это доступность и массовость, да? Как я уже говорил, несколько лет транслировался этот курс по телевидению. Также он доступен на YouTube. Любой желающий может в любое время зайти, скачать, посмотреть. Так, курс этот будет постоянно находиться, надеюсь, да, на этой платформе. Его легко найти при необходимости. Также, конечно, легкость подачи. Я уже получал много отзывов по этому поводу, и также эти отзывы можно прочитать в комментариях на YouTube. Системность. Вот, несмотря на то, что мы отказываемся от лингвистической терминологии, это не отменяет необходимости того, что материал излагается системно. Да? Вот. И излагаемый материал имеет коммуникативную значимость, то есть мы не используем какие-то элементы, которые редкие, да, допустим, не имеющие высокой частотности и так далее. Ну и разбор песен, как я уже говорил, тоже является одним из преимуществ этого курса. Ну, конечно, видеокурс, который размещен на YouTube или транслируется по ТВ, он не может не иметь недостатков. Это заведомо... Да, сейчас заканчиваю уже. Это заведомая неполноценность учебного процесса. Да, то есть только такой одноканальный учебный процесс, когда, грубо говоря, говорящая голова излагает материал. Да? Отсутствие заданий и самой возможности их проверить, это тоже, конечно, большой минус. Ну и в рамках вот этого формата не более 20 минут, 16 выпусков, это налагает естественные ограничения на количество материала. Да? Но, с другой стороны, это ограничение, оно, конечно, может быть и преимуществом, потому что иногда бывает, что количество материала, слишком большое количество материала иногда тоже бывает не очень полезным. Ну, усовершенствование этого курса, я вижу, как это выпуск курса на DVD. Во многих отзывах люди высказывали такие пожелания. Снабжение этого курса субтитрами, в том числе на английском языке, тоже были такие пожелания. И, конечно, если дополнить этот курс книгой, которая, кстати, в разработке, и тут я не написал, это таблицы, которые я тоже разрабатываю, это, конечно, усиливало бы этот курс, я думаю. Ну и результаты, какие были результаты у этого курса? Ну, есть, по крайней мере, один человек, выучивший бурятский язык, которому в какой-то мере этот видеокурс помог, это Сергей Санхядов. Вот это его цитата. Ну и сейчас Сергей начал собственный видеокурс. Вот у меня все. Я надеюсь, в установленные временные рамки я смог достаточно четко изложить лингвометодические основы своего видеокурса. Большое спасибо. Хенда. Спасибо большое, Байрам Николаевич. Все-таки мы немного перебрали, конечно, время. Видимо, есть вопросы, я так понимаю, да? Артем Сергеевич, включили видео. Да, раз я включил видео, то у меня вопрос, логично. Жаргал Николаевич, спасибо, очень интересно, и это близко тому направлению, в котором лично я работаю. И я хотел спросить о концепции курса, главный принцип, которым определяется порядок подачи тем. Вот какой у вас? Да, спасибо большое за интересный вопрос. Вообще, вот, конечно, я вдохновлялся видеоуроками Дмитрия Петрова. Ну, о чем-то подобном я давно думал, но здесь он довольно так стройно все это излагал. И вот это изложение материала в последовательности от коммуникативно значимого, да, ну вот это вот основной принцип. И я начинаю с глагола, сразу же беру быка за рога и начинаю одновременно с важного и простого. Вот в каждом языке это, конечно, может быть что-то разное. Например, в бурятском языке самое простое – это взять глагол из словаря. И так совпало, что глагол из словаря – это уже форма будущего времени. То есть,
вот такие моменты, ну, несмотря на то, что как бы я вдохновлялся курсом Дмитрия Петрова, но там внутри начинка и, ну, как бы реализация – это, собственно, авторская вещь. Спасибо. Я боюсь, мы просто по времени уже не успеваем больше Да, обсудить, но в спасибо любом большое. случае спасибо, было интересно. Да, напишите, если у вас будут еще вопросы. Я вот предоставил свой email. Угу. Напишите Спасибо. email, пожалуйста, Бендалаевич. Ага. Артему Сергеевичу. Спасибо большое за вопрос. Артем Сергеевич, Спасибо. давайте продолжим работу дальше. У меня тоже был вопрос, но я думаю, что я смогу ему задать его при встрече или при каком-то вот таком общении даже онлайн. Итак, следующий у нас докладчик Морозова Ольга Николаевна. Она была в начале и вот до недавнего времени, но вот сейчас я что-то не вижу Амурскую область. Человек, который также заявил, что будет обязательно выступать, и отправлена презентация, насколько я понимаю, но вот что-то мы не видим ее. В таком случае разрешите предоставить слово Цыреновой Жаргуме Владимировне, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, МБДУ детский сад номер 104 «Зорька» комбинированного вида, учитель бурятского языка, доклад «Внедрение цифровых технологий в работе учителя бурятского языка в ДОУ и их возможная реализация». Итак, мы знаем, что у Жаргуме Владимировны есть видео. Здравствуйте, Жаргума Владимировна. Вы нас... Мне разрешите демонстрацию экрана. Ага. Так, сейчас. Дайте, пожалуйста, ей демонстрацию экрана. Разрешите. Так, Жаргума Владимировна запустила демонстрацию экрана, мы видим на экране. Видим вашу презентацию. Видно всем участникам, я так думаю, да? И так можно начинать. Сегодня я хотела бы тоже немножко поделиться практикой внедрения цифровых технологий в работе учителя бурятского языка в детском саду и их возможная реализация. Я это еще доклад называю «Простые решения для новых возможностей». В чем мы сейчас посмотрим? Вот мы все знаем, да, что образовательная сфера быстрым темпом сейчас все меняется из-за активного распространения цифровых технологий. И они дают нам, педагогам, новые инструменты для развития образовательного учреждения и построения личностно-ориентированного взаимодействия всех участников образовательного процесса. Ведущие специалисты в области компьютерных технологий в своих исследованиях отмечают существенные преимущества использования компьютера в обучении перед традиционным занятием. Так вот, мы также в своей работе доказываем, что цифровые технологии формируют современную образовательную среду, дают нам новый потенциал классическим методам и приемам, предоставляют нам, педагогам, новые инструменты, использование нового поколения учебно-методического контента, взаимодействия воспитанников, педагогов и родителей посредством информационных технологий. Цифровая образовательная среда, давайте же посмотрим с определения, да, что же это. Это применение компьютерных инструментов, информационных технологий в различных. Цифровая образовательная среда подразумевает работу с различными средствами образовательного контента. Я оставлю видео, сейчас я... Так. Вы сейчас экран видите мой? Да, видим. Ага, видео, да, YouTube? Да. Сейчас на этом будет, в общем, показывается моя вся работа, а я как раз расскажу.
Значит, цифровая образовательная среда подразумевает работу с различными средствами образовательного контента, к которым относятся различные цифровые образовательные ресурсы, то есть любая информация образовательного характера, сохраненная в цифровых носителях, да, то есть это Google диски, YouTube-каналы, также сайты. Мною, учителем бурятского языка, значит, цифровая образовательная среда понимается как система условий, создаваемая в целях достижения конкретного уровня языковой компетенции, включающая предпосылки для личностного развития детей, используемая в учебно-воспитательном процессе, средствами, а также приемами и технологиями обучения. Именно поэтому вопрос о правильной организации образовательной деятельности по изучению бурятского языка с использованием цифровой образовательной среды является очень важным, поскольку необходимо создать специальную информационно-обучающую среду, отвечающую следующим обязательным критериям. То есть наличие системы средств общения педагог-ребенок, наличие системы средств работы с информацией самостоятельно или же с помощью родителей. То есть, другими словами, применение цифровых ресурсов позволяет активизировать деятельность воспитанников и их родителей, разнообразить формы взаимодействия с ними, а также дает возможность повысить качество педагогического процесса и профессиональный уровень педагогов. Применение информационно-обучающей среды на занятиях бурятского языка имеет целый ряд преимуществ. То есть он позволяет реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечить индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом особенностей детей, повысить мотивацию к изучению языка и сделать образовательный процесс более наглядным и посильным. Вот, работая над этой проблемой внедрения цифровизации в образовательное пространство, мною изучены, значит, курсы на сайте Международной академии мастерства. Так, сейчас открою, подождите. Дальше. Дальше это самое. Так, вот так. Мною, значит, изучены такие курсы, да, по искусству создания видео, прошу продюсер, это создание видеороликов. Значит, ну, YouTube, конечно, секреты создания эффективных презентаций, в PowerPoint делать такие игры для детей интерактивные, ну и как блог, да, чтобы создать свой сайт и вести там свои, ну, загружать своими контентами. Значит, и еще мультипликация изучена. И дальше. И результатом вот изученных этих курсов стали вот такие компьютерные интерактивные игры вот, на изучение счета, да, по лексическим единицам. Вот здесь анимационные ролики также. Вот здесь видно, да. Внедрение этих продуктов показало повышение опознавательной активности детей за счет привлекательности компьютера и мультимедийных эффектов. Движение, звук. Мультипликация надолго остается в памяти на более долгий срок и легче восстанавливается для применения на практике после краткого повторения. А кроме этого, интерактивное пособие, давайте я вам покажу, какие эти пособия. Давайте по одной этой игре по технологии интерактивного рассказывания сказок, значит, создала вот я такую
игру для закрепления полученных лексических материалов. Я здесь звук не включила, кажется. Так, еще раз. Я уже давай сама все делай. Так, вот. Значит, там сначала сказка рассказывается, потом закрепляется в моделях, а в третьей структуре, да, занятия, вот игра. И этой игрой, значит, нажимая на кнопку, дети, значит, играя, закрепляется. Вот, да, 3 картины дается, дети в конце выбирают нужную картину, так как, в общем-то, они во время занятия поняли. И вот здесь она дает такое, ну, показывает, да, насколько ребенок смог освоить. Она выходит как диагностический даже материал. Можно индивидуально уже увидеть каждого ребенка. Вот. Дальше. Цифровизация создает условия для обмена опытом и знаниями детьми. Так. Знаниями, что позволяет принимать более эффективные решения по различным направлениям. То есть для работы с родителями сейчас вот, для работы с родителями и с коллегами, да, беру в работу технологию QR-код как один из универсальных способов работы с ними. Вот здесь-то как раз есть такое простое решение для новых возможностей. Весь шифр настолько универсален, да, его возможности безграничны. А время, к сожалению, выходит, поэтому я вот вынуждена тоже вас остановить. Ага. Завершите, пожалуйста, мысли. Хорошо. Вот использование QR-кода, я сейчас хочу вам сказать, в чем самое вот такое перспектива, да. Вот здесь, смотрите, все занятия, приведенные нами, да, сохраняются в этом QR-коде. И, значит, наши родители, придя, могут отсканировать и по возможности потом, когда у них будет свободное время, его включать и увидеть наше взаимодействие, образовательная деятельность с детьми. А еще самое здесь, вот здесь, смотрите, да, вот в коридоре, здесь по технологии рассказывания сказок, например, здесь видно вот эта работа с родителями. И вот самая вот хорошая такая идея наша, по этой технологии рассказывания сказок, это авторская моя разработка сейчас, да, мы сейчас создаем вот такие методическую разработку. Для некоторых непонятно, да, как вот эта сказка на самом деле рассказывается, и какая структура, и какие результаты. И вот, например, в этой книге, да, записан методический материал в тексте. И в конце, вот здесь, QR-код, значит, ну, любой другой педагог, который захочет этим воспользоваться, значит, это самое, отсканирует этот код и видит сам практический материал. Спасибо, Рома Владимировна. Очень интересный опыт. Мы знаем, что вы действительно используете самые различные цифровые технологии. И я думаю, что это не все, что вы можете на самом деле предложить для учителей как родного языка, так и в целом педагогам дошкольного образования. Спасибо большое. А теперь разрешите слово предоставить Федоринчик Артему Сергеевичу, который представляет Украину, кандидат филологических наук, индивидуальный предприниматель, это согласно заявке, да, редактор, преподаватель, переводчик. Доклад называется «Особенности преподавания миноритарных языков для взрослой аудитории».
на примере чувашского и удмуртского языков, по всей видимости. Итак, Артем Сергеевич, вам слово. Вы нас слышите? Да, и сейчас буквально одну минутку, потому что я тут отвлекся по другим делам. Я смогу сам показывать презентацию? Да, можете, говорит наш специалист. Так, давайте попробую сейчас. Так, демонстрация экрана, да, есть. Так, сейчас. Почему-то, давайте попробую еще раз. Почему-то пишет, что... Ага. Вот сейчас должно быть видно слайды. Видно, да? Да. Ага. Значит, поскольку времени очень много, я буду краток. Я решил рассказать не только о взрослой аудитории, о особенностях преподавания языков в целом. Вот, значит, несколько слов о себе. Сейчас я на фрилансе, вот, но, в принципе, работал в Чебоксарах в Институте образования, то есть в сфере образования опыт имею. Занимался разными языками, вот, как крупными, так и менее крупными. Ну, вот основной список здесь на экране. Конечно, это не означает, что на всех этих языках я свободно говорю. Скажем, когда жил в Грузии, то по-грузински говорил более-менее свободно, но сейчас уже лет 5 прошло. Поэтому в целом я помню, но вот прямо сейчас по-грузински, наверное, тяжеловато мне будет. Вот. Но в целом опыт работы с этими языками есть. Начнем с детских садов. Какая ситуация с преподаванием языков в детских садах? И самый интересный, с моей точки зрения, российский опыт – это опыт Северной Осетии. Вот здесь у нас на экранах Тамерлан Таймуразович Камболов, который очень сильно сейчас продвигает следующую систему. Значит, это полиязычное образование, но в данном случае двуязычное. В детских садах Северной Осетии один воспитатель говорит с детьми по-русски, другой по-осетински. И дети из русскоговорящих семей выучивают осетинский, соответственно, а дети из осетиноговорящих семей выучивают русский. И к моменту, когда нужно идти в школу, дети свободно владеют двумя языками. Дальше в школах обучение ведется на двух языках, то есть не изучение языка, а обучение, то есть как рабочий язык используется оба, часть предметов ведется на одном, часть на другом, и таким образом, в принципе, совершенно не возникает никаких проблем, дети, в общем-то, полностью двуязычные. Сейчас этим проектом охвачена не вся Республика Северная Осетия, но, скажем так, количество учебных учреждений, где эта система функционирует, постепенно расширяется. Очень интересный опыт. Но возникают, конечно, здесь некоторые вопросы. Вот, скажем, когда я работал в Чебоксарах, как раз воспитатели в чувашских детских садах, которые работали, очень жаловались, что они вынуждены многие мероприятия проводить по-русски, потому что по-русски сценарии праздников и так далее доступны в интернете, а по-чувашски их надо писать самому, что требует времени и так далее, и так далее. И вот одна из моих задач был поиск в интернете уже готовых сценариев. Ну, например, кто-то сделал и выложил на личном сайте. Соответственно, Институт образования собирал эти наработки, выкладывал у себя, и другие могли ими воспользоваться. То есть очень важно, чтобы была такая методическая база данных. Следующий этап – это школы. Вот в школах очень часто у нас изучение языка, значит, такое немножко формальное, да, то есть вот одеть национальные костюмы – это проще, вот, чем организовать эффективное изучение языка. И что здесь происходит? Ну, об этом говорили уже и вчера, и сегодня, о том, что очень часто вот этот грамматический метод, он в школах живет, и он ориентирован в первую очередь на чтение текстов. Эта традиция восходит к изучению латинского и древнегреческого языков, на которых не надо было говорить, на которых надо было читать уже готовые тексты. Конечно, коммуникативная методика, она ориентирована на другие вещи, но сейчас не во всех школах еще, скажем так, эта ситуация более-менее сбалансирована. Кроме того, есть проблема с количеством часов. Понятно, что 1, 2, 3 часа в неделю для изучения языка – это, в общем, мало. И если мы представим, что мы 1, 2, 3 часа в неделю будем изучать русский, то результаты, наверное, будут так себе.
Самый интересный опыт, ну, есть, конечно, в Татарстане опыт, но там просто другой бюджет и вообще другая ситуация. А вот в Чувашии Александр Блинов, которого вы сейчас видите на этом слайде, он преподаватель иностранных языков итальянского, французского, и по модели европейских коммуникативных учебников он сделал вот такой учебник современного чувашского языка. В общем, красивый учебник, такой картинки, значит, они сами, у них есть художник, они сами рисовали. Значит, там есть для 1, 2, 3 класса, по-моему, они сейчас делают 4. И важно, что вот эта методика, она подразумевает работу на языке. Вот прямо вот он приходит в класс и на чувашском языке начинает работать с детьми, начиная с простых предложений и так далее, и так далее. Это сложно, потому что городские дети часто русскоговорящие, но, в общем, определенные успехи у них есть. С другой стороны, вот Андрей Александрович Кибрик, который директор Института языкознания, говорит, что сложно. Да? Вот если в детском саду не было языка, не было среды, то потом в школе уже сложно, потому что дети привыкают к тому, что вот они все выражают по-русски, а на чувашском языке или на бурятском, да, им, конечно, уже сложнее. То есть это вот надо нагонять, и это требует очень больших усилий от учителя, да, чтобы прям использовать язык как рабочий инструмент. Кроме того, есть проблема, которую внес в нашу жизнь ЕГЭ. То есть ЕГЭ по-русскому сдается обязательно, ЕГЭ по иностранному языку можно выбрать, а уровень владения бурятским языком, ну, в частности, бурятским, вообще ни на что не влияет. Соответственно, часто это факультатив, в общем, ставится последними уроками. Никто не хочет инвестировать, скажем так, в развитие методик учебных пособий. То есть запрос на самом деле не очень высокий, и эта проблема тоже существует. Ну и, собственно, взрослые, с которыми обычно работаю я, значит, там есть своя специфика. Конечно, у взрослых, наверное, самая большая проблема – это постановка правильного произношения, потому что все-таки от акцента избавиться в взрослом возрасте сложно. Но у взрослых есть большое преимущество перед детьми, с ними можно работать аналитически. Да? То есть все-таки вот как раз те таблицы, которые мы видели, какие-то вот понятия, уже все-таки у взрослого вот этот аналитический аппарат сформирован. Зачем вообще человеку во взрослом возрасте может понадобиться, в частности, бурятский? Ну, здесь есть несколько причин. Человек может просто жить в Бурятии, поэтому как бы сталкиваться с языком. Например, если человек работает тамадой или музыкантом, да, скажем, в музыкальной группе, исполняет песни на бурятском языке, хочется понимать. Это может быть язык родни или язык родни супруга. Это может быть вот то, что называется зов корней, да, или и есть такая категория людей, которые извне, иностранцы или, скажем, из других регионов, но по каким-то причинам интересуются. Такие люди тоже есть, и часто даже у них успехи бывают больше. Вот я здесь на этой картинке веду курсы чувашского языка в Национальной библиотеке. Мы встречались раз в неделю, и, конечно, встречаясь раз в неделю, тяжело продвигаться быстро, но в целом определенные успехи были. Самая главная проблема – то, что у взрослых часто много других дел, да, работа, семья и так далее. И поэтому иногда они пропускают занятия, и в этом смысле, конечно, бывает сложно эффективно организовать организационный процесс. Даже самая лучшая методика бессильна, если человек не может выделять время. Значит, мы подумали, что если есть проблема такая с курсами, то можно сделать по-другому. И вот есть лагерь удмуртского и чувашского языков. Я, конечно, очень был бы рад, если бы бурятского языка появилась такая вот инициатива. Значит, мы на неделю выезжаем куда-то за город, там речка, природа, лес и так далее. Но помимо всего прочего мы учим язык. И действительно, в течение недели мы успевали разобрать достаточно много, то есть там интенсивные занятия. Естественно, мы не только учим язык, там еще у нас разные мероприятия, мастер-классы, там вышивка, танцы, приезжают интересные люди, в общем, семинары, но все-таки мы учим язык, и за неделю, в принципе, достаточно значительно мы успевали продвинуться. Мы не можем выучить язык за неделю, но мы можем заложить основу, чтобы человек дальше мог продолжить обучение самостоятельно. Есть еще вот онлайн-обучение, это как раз Ольга Урасинова, которая придумала курс «Удмуртский язык на карантине», но с онлайн-обучением тоже есть проблемы, потому что та же самая проблема с посещаемостью, плюс учитель, ну, он, может, и видит учеников, да, но все-таки вот это дистантное обучение, оно накладывает свои бывают технические проблемы, не всегда видно, как артикулируются звуки, в общем, есть определенная сложность. Самая главная идея,
я подвожу, это то, что, в принципе, учебный курс, просто сделать учебный курс и назвать его учебным курсом, это легко, да, но сложно его сделать, проработать, да, так, чтобы он действительно был последовательным и понятным. Вот здесь учебное пособие, у нас 21 страница, вот я обвел красным кружочком, и видно, что уже на 21 странице у нас идут тексты. Может показаться, что они несложные, но с точки зрения грамматики здесь много всего. Да? Здесь неопределенные местоимения, здесь повелительное наклонение, вопросительное, много частиц. И, в общем говоря, это не самоучитель. Здесь надо садить рядом носителя, причем не просто компетентного носителя, и по такому пособию заниматься, в общем, тяжеловато. Кроме того, есть видеоуроки, вот в частности татарского языка, по которым я занимался. И здесь проблема в том, что отдельные слова, фразы даются, а вот такого системного, в общем, подачи материала, которая вот пошагово позволяла бы входить в язык, с этим часто бывают проблемы. В общем, на чем, с моей точки зрения, должен базироваться хороший такой вот проработанный курс учебный? Дело в том, что в языках мира, в принципе, есть очень много такого универсального, закономерного, которое, так как я занимался разными языками, я имел возможность наблюдать вот, все это в разных языках, достаточно часто повторяется. Ну, здесь я не буду, конечно, подробно уходить в грамматику, но вот смысл в том, что вот у нас и временные показатели часто образованы от пространственных, и видовые показатели. В общем, много разных явлений, которые действительно очень часто в языках мира мы видим, что схожим образом функционируют. Скажем, союз «или» часто восходит к средствам выражения уверенности. Вот частица «ли», которая в русском языке вопросительная, она как раз тоже с этим связана. Ну и так далее. Здесь очень много всего может быть, но кратко я общую идею обозначил. И важно, что, конечно, нужно очень много читать, разбираться. Вот эту картинку я очень люблю. Значит, это пятитомник под названием «Взаимные конструкции». То есть конструкции, которые по-русски либо друг друга, мы видим друг друга, либо мы видимся, то есть показатели «ся». И, в общем, только по вот этому отдельному частному виду конструкций вот существует пятитомник. И сколько всего надо читать, чтобы охватить спектр того, что есть в языках мира, это, конечно, очень серьезная задача. Ну, вот последние, наверное, лет 7 я... Ну и чем хотел бы закончить, что вот, конечно, так как конференция проходит в Улан-Удэ, да, то я вот постарался больше сделать акцент на бурятский, и мне бы хотелось очень, чтобы были эффективные курсы бурятского языка, и, в принципе, мне самому было бы интересно, может быть, как-то помочь в этом, да, потому что, вот, к сожалению, еще ни одного монгольского языка в моем репертуаре нет, а было бы интересно, ну, наверное, с монгольским тривиально, а вот с калмыцким или с бурятским я бы с удовольствием поработал, вот, и, может, тоже оказался бы чем-то полезным. Ну вот, в принципе, все, что я хотел сказать, и с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Спасибо, Артем Сергеевич, благодарим вас. Итак, дорогие коллеги, уважаемые коллеги, ваши вопросы Артему Сергеевичу. Артем Сергеевич, вот похвально, конечно, что вы так много языков знаете, ага. И вот хотела бы узнать, в чем ваша мотивация вот изучения вот этих разных языков? Извините, пожалуйста, вопрос задает кто у нас? Дугарма Цыреновна, автор книги «Бурятский язык в картинках для малышей». Ну, это вопрос немножко такой философский, да, то есть, ну, самый простой ответ – это мне это нравится, то есть мне нравится изучать языки. Ну, все равно, ну, вот это понятно, но все равно же должна быть какая-то мотивация, вот что вас мотивирует, потому что это же очень много работы, усилий надо, чтобы изучать, вот вы, например, да, как изучали чувашский язык, если вы не носитель, да, или носителем являетесь? Ну, смотрите, меня пригласил Институт образования в Чебоксарах на работу. И, конечно, так как я жил в Чувашии, то я, в общем, сидел в кабинете, в котором говорили по-чувашски. И, конечно, я хотел быть полноценным участником коммуникации, то есть я, в общем, изучал и постепенно более-менее вышел на разговорный уровень. В Ижевске я был на стажировке, потому что собирал материал для кандидатской диссертации, и там, соответственно, занимался удмуртским. Когда я жил в Грузии, то как-то странно жить в Грузии, не знать грузинский. То есть, ну, если угодно, я просто, может быть, тогда отвечу так, что я люблю путешествовать, и бывая в разных регионах, соответственно, мне кажется, что
знать вот язык региона, это расширяет дополнительно возможности коммуникации и познания того, чем интересен регион. Вот, поэтому, мне кажется, это вот в моем случае это важно. Спасибо, Артем Сергеевич, да, действительно, конечно, и за вопрос спасибо, и за ответ. И вообще мне хочется от себя лично пожелать вам удачи и успехов. Если вы задумывали курс бурятского языка, вы видели, что на слайдах у вас действительно очень много бурятоязычного контента, вот прямо падежи и так далее, и фотографии. Очень у вас, видимо, есть интерес к нашему языку и к нашей культуре. Мы очень надеемся, что будет неплохой курс, да, бурятского языка, аудио, видео или что он из себя будет представлять, пока вы еще не загадали. Да? Ну, здесь есть две задумки, то есть вот как раз Жавдал говорил, что вот видеокурс он делает. Я бы, может быть, тоже в этом направлении думал, но кроме того, мне очень нравится, у татарского языка есть сайт, на который любой желающий может зайти и, так сказать, интерактивно делать разные задания. Вот я бы такое, наверное, тоже в этом направлении думал. Другой вопрос, что конкретно в моем случае тяжело это делать удаленно, поэтому, может быть, если кто-то в Бурятии заинтересуется и меня пригласит, то я бы с удовольствием, ну, наверное, надо выждать, пока карантин закончится, но вообще я бы с удовольствием пожил и в Бурятии, и, может быть, чем мог бы, помог. Ясно. Спасибо большое. Я думаю, что такие люди, может, и найдутся. У нас есть, недавно появилась онлайн-школа бурятского языка «Зорик», тоже силами общественников организованная. То есть она исходит не от методистов в первую очередь, а именно от потребностей тех людей, которые хотят и находят время, чтобы изучать бурятский язык в режиме онлайн. И, по-моему, вот у нас в одной из секций выступает Аржигарова Ирина Сергеевна, вот она является как раз основателем этой школы. Вы можете на канале YouTube, вот в трансляциях, да, пересмотреть вот, и просмотреть доклад вот этого нашего участника. Вот что я могла вам порекомендовать. Ага. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое, Артем Сергеевич. Итак, следующее слово у нас представляется Дашинимаевой Беломе Зариктуевне. Забайкальский район, Забайкальский край, прошу прощения, Агинский округ, Такчинская средняя общеобразовательная школа, учитель бурятского языка с докладом создание видеоматериалов, сразу прошу предоставить ей демонстрацию экрана, создание видеоматериалов в приложении InShot для использования на уроках родного языка. Небольшой мастер-класс у нее должен быть. Итак, Александр Баирович, давайте. Добрый вечер, добрый день. Всем участникам научно-практической конференции. Так, демонстрацию экрана. В 2016 году, когда я начала преподавать родной бурятский язык, столкнулась с проблемой и была я в недоумении. Были учащиеся, которые отказывались от изучения бурятского языка. Говорили, что бурятский язык не востребован. Услышав такой аргумент, конечно, я же задумалась, неужели действительно мы теряем наш язык, и будут ли наши дети разговаривать на своем родном языке, или с корнями забудут и при этом потеряется наша культура, наши традиции, наше происхождение. С первых дней, конечно, я старалась прививать детям интерес к изучению родного языка и любовь к культуре, обычаям, традициям нашего народа. И чтобы дети гордились тем, что знают свой родной язык, обычаи и традиции своего народа. Моим главным инструментом же для прививания интереса к изучению родного языка является создание видеоматериалов в приложении InShot. Это приложение в смартфонах, в телефонах. Это неотъемлемая часть моей работы. Цифровые ресурсы помогают реализовать индивидуализацию учебного процесса. Особенность состоит в том, что в процессе работы с цифровыми ресурсами нужно помочь воспитаннику познакомиться с наибольшим объемом материала. По сути, цифровые ресурсы создают отправные точки активации, которые ребенок запоминает и использует дальше. Так, экран. Так, тема у меня создание материалов, видеоматериалов в приложении InShot для использования
на уроках родного языка. Целью моего мастер-класса является продемонстрировать полный функционал приложения InShot и обучить азам пользования приложением. Так, изначально InShot — это мощное, удобное, прогрессивное и популярное приложение по монтажу видео для смартфонов. Приложение имеет возможность не только монтировать видео, но и редактировать фото, делать коллажи. Приложение устанавливаем на смартфон из Play Market. Перед тем, как начать работу, удаляем водяной знак. У нас есть кадрирование, возможность регулировки скорости, продолжительности ролика, создание презентации снимков, инструменты по доработке насыщенности, экспозиции, контраста, резкости, база фильтров, фонов, шрифтов, настраиваемых эффектов, функции добавления мелодий, дорожек с голосовыми записями и многое другое. Так, непосредственно приступаем к мастер-классу. Открываем приложение InShot. Новый. Выбираем видео. Выбираем хоть сколько видео, заранее приготовленных. Так, галочкой выбрали. Здесь на экране видим в правом нижнем углу InShot запись. Этот водяной знак удаляется. Крестик нажимаем, удаляется. Это большой плюс, так как обычно на бесплатных версиях приложения остается водяной знак и постоянно высвечивается. Приложение оснащено впечатляющим набором инструментов. Давайте так. Монтажная лента — это сначала с левой стороны внизу у нас холст, музыка, стикер, вот все инструменты внизу просматриваются. Холст используется для того, чтобы изменить размер. Формат для Инстаграма выбирается, для YouTube, также для TikTok. 1:1 масштаб, 4:5. Вот такие разные масштабы можно выбрать. И также можно регулировать расположение видео одним движением пальца. Увеличивается и дальность. Регулировка идет. Для редактирования используем ползунок, либо управление при помощи щипка. Есть функция свободного перемещения для большего выражения в процессе создания видео. Так, во вкладке «Задний фон» можно выбрать любой фон. Картинку можно выбрать. Вот, допустим, InShot. Картинку, задний фон можно выбрать. Так, дальше идет у нас фильтр. Фильтр же используется, располагает удобным видеоредактором, также обширным функционалом. Более 10 бесплатных фильтров, настраиваемых эффектов. Отрегулировать можно эффект, можно при помощи ползунка, также можно эффект. И во вкладке «Регулировка» можно яркость, контраст, все изменить можно. Ползунком регулируем. InShot также располагает большой базой стикеров и бесплатных анимаций. Стикеры, анимации. Можно также ставить картины, рисунки, уже заранее приготовленные у себя на телефоне. И также можно регулировать по времени, сколько будет длиться, показываться вот эта картинка. Дальше идет у нас текст. Текст можно река. Река.
Ну, допустим, имя напишем здесь. Также можно регулировать по времени, сколько будет длиться высвечивание названия. Так, у нас что? И когда мы текст нажимаем, выделяем введенное имя, и можно цвет, тень, обводку, цвет, прозрачность шрифта изменить можно. Дальше идет при необходимости, можно видео расколоть. Ненужную часть выделяем, удаляем. Можно регулировать также скорость. Вот быстро, медленно. Регулировать можно скорость. Объем звука можно регулировать. Если одну галочку нажимаем, значит это на одном кусочке будет звук убран. Если две галочки, значит на все применить во всех получится. Функция скорость. Готовое видео сохраняется. Можно музыку добавить. Вот видим, внизу показывается дорожка видео, сверху накладывается музыка. Музыка получается слишком длинная, мы раскол делаем, и выделенную часть остаток можно удалить. И вот получилось у нас по длине одинаковые дорожки. Дальше. Готовое видео сохраняется быстро. Если вы еще не успели смонтировать видео, можно сохранить все в проект, а потом продолжить монтаж. Кнопка «Сохранить» находится в правом верхнем углу. Здесь мы выбираем по качеству, по памяти, сколько будет занимать видео. Самый маленький размер выбрали. Так, при сохранении можно выбрать качество. Таким образом, я создаю видеоматериалы для использования на уроках. Я добилась того, что у детей появился интерес к изучению родного языка, тем более, когда сами дети составляют проекты, когда сами монтируют видео, у них больше появляется интерес. У всех есть смартфоны, и я стараюсь их использовать с пользой. А самое главное, видео сохраняется в хорошем качестве. Дорогая, уважаемая Алмаза Викторовна, пожалуйста, минута. Итак. Да, вот готовое видео воспроизводится тут. Только звук... почему-то оно без звука. Интересно. Не получается, без звука почему-то опять идет. У нас есть, видимо, какое-то видео. Попробуем, Александр Баирович. Давайте попробуйте. Я пока буду говорить, а вы подключайте, пожалуйста. Шохты ширун сагай, задалым байга уе. Жинхани борят нодул ходул тузане, зогодым байгын уе. Бар хусыты бабжы батыр хубуны, бые хусыжы, быйжы байгын уе. Хулык морынын. Можно перелистывать, да, вот эту часть именно бабжы барасватора. Дальше кусочек будет повернут. Там несколько кусочков соединенных моих работ будет. Бабжы батыр актив хулуга былдыжы, алталмыл эмеле тохажы хубум бы. Вот клип по словам моей учительницы бурятского языка. Сделала клип
можно выключать, да? Ага, спасибо. У каждого человека должен быть свой очаг. Тогда он будет стараться беречь его и сохранять. Станет мудрее и добрее. Это мы должны донести нашим воспитанникам. Только общие усилия родителей, учителей, воспитателей, общественности и наших детей приведут к положительным результатам. Таким образом, проект имеет перспективу для развития. Спасибо всем за внимание. Спасибо большое, Гарумаза Викторовна. Есть ли вопросы к докладчику? Ну, давайте будем двигаться дальше. Следующий наш докладчик Папаева Дугарма Цыреновна, Республика Бурятия, Акинский район, автор книги «Бурятский язык в картинках для малышей», администратор, организатор проекта «Бурят Ошолокшит перевод» в социальной сети Viber. Доклад ее называется «Проблемы изучения бурятского языка детьми младшего школьного возраста». Итак, Дугарма Цыреновна, вы здесь, да? Видео. А у нее есть, у нее, оказывается, есть видео выступление. Итак, Александр Баирович, запустите, пожалуйста, видео. Амур Мынды, здравствуйте, участники конференции. Меня зовут Папаева Дугарма Цыреновна. Я представляю Республику Бурятия, Акинский район. Я сама автор книги «Бурятский язык в картинках для малышей». Так как я пишу книгу для малышей, я решила посвятить тему проблемам изучения бурятского языка в начальных классах с 1 по 4 класс. Надеюсь, что мои советы и предложения будут приняты и учтены учителями бурятского языка и будут применяться в обучении. В обучении будут применяться в их работе, надеюсь, да, потому что на сегодняшний день государство поддержало языки малочисленных народов, да, как обязательный предмет в школах, но эффекта от изучения, да, родного языка очень мало. Тем, что это доказательство даже того, что это такой тенденции, да, доказательством такой тенденции на сегодняшний день у нас в регионе Бурятии бурятский язык почти не употребляется повсеместно, используется только детьми и взрослыми, которые испокон веков разговаривают на своем родном языке, да, можно сказать. У детей, большинства 2000-го поколения, на сегодняшний день практически не понимают свой родной язык, не разговаривают на родном языке. И именно в 2000-х годах бурятский язык попадает в Красную книгу в число истязающих языков народов России, что, конечно, неблагоприятно для нашего региона, ведь не будет языка, не будет нации. Поэтому я считаю, что нужно в школах сейчас уделить огромное внимание детям, которые изучают бурятский язык в начальных классах. Соответственно, сделать учебники более проще, простыми заданиями, сделать с красивыми иллюстрациями. Хотя у меня претензий нету, конечно, к учебникам, но есть слои населения, которые разделяются, которые хорошо знают бурятский язык, используют в семье, для них легче, да, изучение, для их детей изучение бурятского языка легче дается. А есть семьи, которые не знают бурятский язык, да, абсолютно, и дети не общаются
на своем родном языке. И есть представители других наций, которые вообще не знают бурятский язык, да? Вот для них, конечно, это очень трудно, и поэтому приходится этим детям выполнять домашние задания вместе с родителями. А родители, которые не знают бурятского языка, приходится обращаться к знающим людям, да? Вот это доказательство я могу сказать, да, вижу на своем примере, да, в своей группе. Вот я также, кроме того, что написала книгу, еще открыла проект в социальной сети Viber «Бурят Аршулыкшит», переводчик, да, там, где все желающие присоединяются к моей группе, все желающие изучать бурятский язык, кому нужен перевод, кто хочет развивать свой родной язык, да, вот, и там обращаются многие родители, чтобы наши участники группы помогли выполнить домашние задания. Да? Это обычно к нам обращаются родители начальных классов. И это очень печально, конечно, когда я спрашиваю, да, разве ваш ребенок не понимает? Оказывается, элементарных слов даже ребенок не понимает. То, что читает, то, что пишет, даже не понимает, потому что они узнают, ребенок сам не выполняет домашние задания, да, выполняет ихние родители, да, то есть, а ребенок берет и списывает. Конечно, здесь учителя наши ставят 4, 5, потому что нету ошибок, да? И возникает вопрос, зачем ставить такие оценки, если ребенок на самом деле сам вообще не знает свой родной язык, вообще не понимает то, что читает. Поэтому я думаю, что вот, давать детям начальных классов вот, именно вот в наше время, да, вот в такой ситуации, да, где большинство населения не разговаривает на своем родном языке, да, давать домашнее задание детям начальных классов, думаю, что она, лишним, потому что все равно ребенок не сам выполняет домашнее задание. Я думаю, нужно нам, вообще учителям, да, бурятского языка уделить огромное внимание именно языку на уроках, чтобы каждый ребенок мог, да, встать, рассказать о себе, свободно мог говорить о себе или между сверстниками, да, на родном языке. Хотя бы мы должны прийти к этому, чтобы в дальнейшем вот домашнее задание, я считаю, можно давать вот начиная с 5 класса. Ой, уважаемая Дорма Цыреновна, вы нас слышите, да? Да, слышу. Я отправляла на сайт 2 видео, вот которые вы сейчас включили, это самые длинные, 30-минутные. Да, оно по времени очень много занимает, да. оказывается. А так у меня было другое, да, которое 13 минут. Вот там было все коротко и как бы вкратце все описано. У вас нету этого видео, да? У нас как раз видео, которое содержит 13 минут, насколько я понимаю. Но у нас к вам просьба, Дорма Цыреновна, поскольку вы здесь присутствуете в прямом эфире, я так понимаю, что вы являетесь сами педагогом или вы не учителем? Я не являюсь педагогом, ага. Вот жалко, что вы второе видео, которое короткое отправляли, не смогли открыть, потому что там моя работа была, вот книга, да, описана, вот как я написала книгу, как человек, не изучавший в школе бурятский язык, но являющийся носителем бурятского языка. И про проект там рассказываю. Вообще мне интересно, конечно, а как вы пришли к созданию такой книги «Бурятский язык в картинках для малышей»? Где-то вот мы можем увидеть эту книгу. Вот я, например, эту книгу пока еще не видела, к сожалению, но мне было интересно познакомиться с ней. У меня же есть презентации, фотографии есть у вас там? Я отправляла тоже фото книги.
Нам отправлено только видео, говорит Сайман Андуна, человек, который занимался сбором всех материалов от докладчика, связывался с вами. Ой, вообще жалко, конечно, что не смогли вот короткие видео вот это поставить. Там, конечно, все книги. Извините, вас перебью. Время у нас ограничено, но поскольку вы проживаете у нас в Республике Бурятия, я думаю, у нас еще будет встреча и будет возможность увидеться с вами и пообщаться. Но вообще это, конечно, очень хорошая идея, когда сами родители или люди доброй воли, скажем, да, изъявляют желание и пытаются внести какой-то свой вклад, лепту в развитие родного языка, или, ну, в общем, неравнодушны. И поэтому в этом отношении, конечно, очень хорошо, но тем не менее, на мой взгляд, необходим союз профессиональных методистов и, ну, вот таких, скажем, инициаторов и общественников. Вот в этом случае бывает, как правило, очень хороший, качественный результат, наверное. Гулмат Царевна, вам есть еще что сказать? Ой, я вообще, конечно, огорчена с такой ситуацией, потому что я хотела книгу показать на презентации, и там фотографии отправляла, вот, получается, для чего я отправляла-то все вот это? Ой, ну мы приносим свои глубокие извинения, Гулмат Царевна. Получается, я вообще неэффективно, безрезультатно я участвую на конференции, получается. Ой, ну нет, я думаю, что вас услышала такая большая аудитория. Теперь мы знаем, что в Акинском районе есть такой интересный человек, автор книги. Поэтому очень рады знакомству с вами. Желаем вам дальнейших успехов. Итак, разрешите предоставить слово следующему докладчику. Это Слепцова Анастасия Алексеевна, Республика Саха-Якутия, Северо-Восточный федеральный университет имени Амосова, магистрант первого курса, выступит с докладом «Смешанное обучение, сопоставительное изучение пословиц путем сопоставления башкирских, татарских и якутских пословиц в 5 классе». Итак, Анастасия Алексеевна, вам слово. Помним, что 10 минут, но я даже боюсь, может 7-8, если у вас получится. Спасибо. Хорошо. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Позвольте представить вам тему моей работы «Смешанное обучение, сопоставление и изучение пословиц путем сопоставления башкирских, татарских и якутских пословиц». Смешанное обучение – это образовательный подход, совмещающий обучение с участием учителя лицом к лицу, онлайн-обучение, предполагающее элементы самостоятельного контроля учеником пути, времени, учителем и онлайн. Смешанное обучение позволяет не только принести отследить. Оно создает качественную новую среду, в которой опыт и мастерство педагогов гармонично и эффективно объединяются с IT и растущими потребностями нашего общества. При изучении пословиц в 5 классе можно использовать метод ротации станций. Что такое ротация станций? Это работа в 3 зонах, работа в группах, фронтальная работа с учителем и онлайн обучение. Станция фронтальная каждому ученику эффективную обратную связь. Максимальное влияние на качество образования оказывает обратная связь. И увеличение времени контакта учителя с учеником положительно отражается на успеваемости. На станции работы с учителем у учителя появляется возможность учесть особенности группы детей, с которыми он работает, а также их индивидуальные особенности за счет деления на группы и уменьшения числа детей в группе. Например, если вы работаете с группой отстающих, можно уделить большое внимание теме, которые они не поняли, дать каждому ученику обратную связь по этой теме и предложить индивидуальный план работы над материалом, вызывающий затруднения. На этой станции учитель может дать основные характеристики пословиц, то, что пословицы развивает нашу устную речь, обогащает духовно-нравственным ориентиром. В словаре Владимира Ивановича Даль характеристические и логически законченные изречения с поучительным смыслом
в ритмически организованной форме. Но при работе вот с маленькими учащимися до 5 классе учитель в работе с учителем должен дать основную теорию, что же такое пословица, отличие от поговорок, да, что это пословица, это краткое народное изречение с назидательным смыслом. Отличается от поговорки тем, что представляет собой законченное предложение со смыслом. Также учитель должен объяснить суть пословиц, что в каждом народе в пословицах отражен богатый исторический опыт народа, представления, связанные с трудовой деятельностью, бытом и культурой людей. В станции с работы с учителем отводится 7 и максимум 10 минут. За это время ученики внимательно слушают, задают вопросы и делают заметки. Обучение с участием учителя является важной частью смешанного обучения. Учитель демонстрирует ученикам модели мышления и поведения, способы построения взаимоотношений. Чем младше ученики, тем важнее для них присутствие учителя в силу своих возрастных особенностей. Для младших школьников учитель является для них моделью поведения и мышления. Товарищ. Это возможно и помогает. Самое главное Дорогая, уважаемая может Анастасия, составить ресурс свои. Какие-то проблемы со звуком, видимо, со связью, потому что с нашей стороны сейчас проверил наш специалист, все вроде бы, все хорошо. Ага. Так, дальше, ага. Да. И третья рабочая зона – это проектная работа. Эта станция дает возможность применить знания и навыки в новых практических ситуациях, развить коммуникативные компетенции и получить обратную связь от одноклассников. На станции проектной работы возможны разные формы применения знаний и навыков. Могут быть такие работы, как групповые, практикоориентированные задания, небольшие исследования, квесты, настольные игры по изучаемой теме и мини-соревнования, также другие образовательные задания. При изучении пословиц можно использовать групповые, практикоориентированные задания. В 5 классе в якутской литературе пословицы делят на 5 групп. Первый вид – это о языке. Якутские пословицы, например, «кихитула ох» – язык человека – стрела, а башкирские – слово произнесено, стрела выпущена. Татарские – сказанное слово, выстреленная стрела. Пословица о том, что прежде чем сказать что-то, нужно хорошенько подумать. О поведении, например, «Аччыгы агат табмуты ирер» – пища вкусна с угощающими. И когда в дом приходят гости, на часы не смотри. О человеке, о его недостатках. Киргивинген кирсин бы старый. Хвостун да врун одного поля ягоды. У лжеца дом сгорел, никто не поверил. О дружбе. Ütөкеhi ütөтün үсүйе тухары умнуллубат. Доброе дело не ржавеет. Вот. Также о труде. Эрде турбут чийчаак тумсун соттор, койуп турбут чийчаак караган хастыр. Рано ставшая птичка вытирает клюв, а поздняя пташка — глазки. Кто рано встает, тому Бог подает. Где много слов, там мало дела. Вот. В этой станции ученики будут подобрать пословицы по видам, они будут даваться в разброс, и учащиеся анализируют и делают выводы по работе. Таким образом, применение в уроке новых образовательных технологий создает качественную новую среду, в которой опыт и мастерство педагогов, так как сказала ранее, эффективно объединяются с этими IT-технологиями.
И отрадно то, что наша школа, Киевская средняя общеобразовательная школа Горного Улуса, участвует в республиканском эксперименте. Эксперимент проходит в этом учебном году. И реализация смешанного обучения в школах республики планируется в следующем учебном году. Вот. Спасибо за внимание. Анастасия Алексеевна, спасибо за такой тоже интересный подход. Ротации станций, да? Есть ли вопросы к Анастасии Алексеевне, дорогие коллеги? Спасибо, что вы это и регламент даже сократили. Благодарю вас. Спасибо большое. Итак, следующее слово у нас предоставляется Ринчиновой Саилме Денисовне, городу Улан-Удэ, Республика Бурятия. Это магистрант второго курса Бурятского госуниверситета, а также учитель бурятского языка СОШ номер 63, города Улан-Удэ. Доклад называется «Использование структур сингапурской методики при обучении бурятскому языку в начальной школе». Итак, Саилма Денисовна, вам слово. Демонстрацию экрана вам предоставить. Да. Итак, вы можете у себя включить экран. Да, мы видим, Саилма Ринчинова запустила демонстрацию экрана. Добрый вечер, уважаемые участники конференции, организаторы конференции. Да? Сегодня хотелось бы мне рассказать вам из опыта своей работы, как можно использовать структуры сингапурской методики при обучении бурятскому языку в начальной школе. Для начала хотелось бы кратко сказать, может быть, кто-то уже слышал, да, о сингапурской методике обучения, да, что в этой стране Сингапур – страна, которая стала лидирующей страной именно в области образования, да, и они создали вот свою методику обучения, которая является вариантом обучения в сотрудничестве, да, связанной с большим разнообразием обучающих структур. То есть в этой методике очень много разных структур обучающих, которые можно использовать на своих уроках. Метод основан на технологии сотрудничества, в работе в малых группах, парном обучении, проектной деятельности можно использовать этот метод. В отличие от традиционной групповой работы, этот метод обучения предусматривает создание не просто группы, а команды между учащимися, где результат работы зависит от личного вклада каждого ее члена в достижение цели в тесном взаимодействии. Итак, немного тут истории о том, как в нашей стране, в России, да, начали использовать эту методику, внедрять. Самым первым в 2014 году в Республике Татарстан впервые создали систему обучения школьных учителей инновационным методикам, да, программу профессионального развития, преобразования обучения для 21 века. В рамках проекта были подготовлены учителя-тьюторы и методисты во всех районах республики. Около 20 тысяч учителей прошли обучение по этой методике и начали использовать в своей работе. После Татарстана в 2013 году также пытались внедрить эту методику в Удмуртии, в республике Удмуртия. В 2014 году также продвижением сингапурской методики занялся Московский институт образовательной политики Эврика. В 2015 году в городе Тюмени, да, 80 тюменских учителей, руководителей разных школ прошли обучение по этой методике. И некоторые из них начали применять эту методику в своей работе. И в 2016 году сингапурскую методику поддержала Высшая школа экономики Московская. Так, далее. Саилма Денисовна, прошу прощения, вот нам бы хотелось ближе к вашему опыту и все-таки что из себя представляет это. Вот здесь хотелось бы сказать, что каждая структура вот этой методики, да, имеет собственное название, и всего этих
структур около 250, и изучив вот эти структуры, я выбрала наиболее подходящие при обучении именно бурятскому языку, да, нашему бурятскому языку. И вот основные такие структуры, которые я использую у себя на своих уроках, да, на своих уроках вместе с детьми. То есть здесь идет в основном групповая работа, да, парная работа, где учащиеся, каждый участник может проявить себя, да, каждого можно выслушать, да, и можно здесь у нас получается групповая форма работы, да. Можно применять эти структуры на каждом уроке, но не все структуры, можно использовать один или же две структуры на одном уроке, да. Допустим, вот один из структур, которые я часто использую на своих уроках, который называется вот первая структура Рейли Робин, да, то есть участники команды делятся на пары, да, то есть использую вот эту структуру в основном при изучении нового материала, когда знакомство с новой темой. То есть когда учащиеся у нас знакомятся с новой лексикой. Лексику, чтобы изучить новые слова, раздается детям материал, да, на цветных бумагах, новые слова, новая лексика, или же, может быть, это любое правило, да, допустим, по изучению какой-то темы. Раздаются, и дети делятся на пары и начинают, вот именно здесь развивается устная речь. То есть дети что делают? Запоминают слова, да, рассказывая друг другу, читая вот эти слова, правильное произношение, и при этом устная речь учащихся развивается. Здесь также есть вот такой интересная структура, которая называется джот-тост, которую я тоже использую, потому что в УМК, который у нас есть Мармунде, да, в начальной школе, да, которой мы обучаемся, там есть очень много текстов в учебнике, хотя они маленькие тексты, но тем не менее над этими текстами, чтобы поработать с детьми на уроке, да, можно с ними работать над текстом, полностью изучив текст, да, поработать над текстом, можно вот в конце прямо урока дать вот эту структуру, которая называется джот-тост, то есть запишите мысль, называется. Запишите мысль, то есть дети, изучив какой-либо текст, в конце урока они делают вывод по этому тексту. То есть каждый ребенок записывает свою мысль, буквально одним предложением по поводу этого текста, да, свою мысль. Как же они поняли данный текст. При этом, используя вот эту методику, да, структуры, необходимо учитывать главное на уроках, чтобы каждый ребенок мог ответить. Не так, что один ребенок отвечает, а остальные все не включены в процесс, да? То есть надо опросить каждого учащегося, чтобы узнать, насколько ребенок усвоил тот или иной материал урока, да? И вот здесь я еще хотела бы добавить в конце, что я потихонечку так начинаю придумывать свои структуры с названиями разными, да, именно при изучении нашего бурятского языка. То есть вот здесь, допустим, вот называется dance-шоу, то есть мы с детьми, если в конце урока остается буквально там пару минут свободного, минуты, 5, 2-3 минуты, да, мы с детьми учим разные движения, допустим, нашего бурятского танца, да, йохар, движение, и вот учим, а потом в процессе у нас получается, мы можем целый танец, да, допустим, выучить, и в конце урока вот заканчиваем вот такой на веселой ноте танцами, песнями, да, можем закончить, и можем использовать также во время физминутки, да, когда во время урока дети отдыхают, да, И в конце хотелось бы сказать, да, что эти структуры можно использовать на всех уроках. Особенно вот эту структуру использовали учителя на уроках математики и английского языка. И вот я начала с 2016 года пробовать использовать эту методику у себя на уроках бурятского языка. Спасибо за внимание. Большое.
Спасибо большое, Салма Денисовна. Благодарим вас. Вопросы, Салме Денисовне? Ну, тогда идем далее. И у нас вот остался один докладчик, который, к сожалению, в первой версии программы не попал в нее. Это Церенжапова Светлана. Один докладчик. Церенжапова Светлана Заректуевна представляет МАДОУ детский сад номер 52 Айганга, город Улан-Удэ, Республика Бурятия. Называется доклад «Реализация образовательной деятельности по робототехнике и конструированию в рамках монолингвальной речевой развивающей среды в ДОУ». Это у нас один из первых детских садов, который организует, вернее, монолингвальную речевую развивающую среду. Здравствуйте, Светлана Заректуевна, мы вас видим. Итак, вам предоставить демонстрацию экрана, видимо, да? Сэмбэна Хундата Байрмадамбиевна, здравствуйте, участники Всероссийской конференции. Мы очень рады принять участие в данной конференции и разрешите включить демонстрацию экрана. Видео пока не надо. То есть детский сад 52 мы видим, запустил демонстрацию экрана. Итак. XXI век. Век технических профессий. Основы инженерного мышления и технической деятельности должны быть освоены детьми уже с дошкольного возраста, начиная с первой ступени образования детского сада. Понимая важность начинания занятий в том возрасте, в котором дети ощущают потребность творить, необходимо поощрять эту потребность всеми силами. Поэтому очень важно, чтобы дети исследовали мир физически, а не виртуально. С этой целью для воспитанников монолингвальных групп детского сада номер 52 Айганга с погружением в бурятскую языковую среду разработана парциальная программа «Инженер Балаха Шаталтепди» по техническому направлению на бурятском языке, цель которого – овладение навыками начального технического конструирования, формирование основных навыков роботоконструирования. Знакомство с конструктором происходит через игры. Найди такую же деталь, найди по описанию, чудесный мешочек, что изменилось, чем похоже и чем отличается, и многие другие игры. Это игры на бурятском языке. Существует несколько этапов работы с конструктором. Установление взаимосвязей, работа в инженерной книге, само конструирование, рефлексия и развитие. Вашему вниманию мастер-класс по реализации образовательной деятельности по робототехнике и конструированию в рамках монолингвальной развивающей среды. Ленина талмайдары, талмай гой хасури харагу. Видели. Хара. Мультфильм как хашхунне бу? Ошие, балакты, ошие. Ухибут шыны жыла ерыхые болды хулейна. Сагаң убгын ухибутта амта тэ былыгуды ясырха. Харин Ленине талмайдарихи хасуримне ханып. Би аяғанға сысырлік ашыжы ухибут хэ оража намды тоғалыд гыхым. Көн хасурим алағышы. Ухибут намды тоғылғыт нәгу. Тоғыл хымси. Добр херда. Ухибут гой хасури хэ тоғылғы. Инженерно намо тэлакти. Выживание ланы, вайсарным, айюрейну, мишинину, ухибут, хасуримне ямар унгыты. Нагом унгыты хасури.
Ямыр ұңғыте, одым бұр. Шара ұңғыте. Шары ұңғыте, бұхыда миланы. Сырым, қасурия, зоражақ тұрғығы. Зесірім, имін адықай ямыр ұңғыте. Буан. Ямыр формыте. Треугольник. Орбалжың гініктен. Орбалжың гет мұны қанының дақтықты да? Орбалжың. Зе, бұрхыну. Ендішіне хыды орбалжың ба? Кавале. Не? Тур. Дур ба? Зуб бұрхыда. Нарынсысы. Ямыр бұрхыгышы да. Бұны ені Хасоринның дәбіне проект бұлым болы. Мұны биді иді конструкторның да Хасори хыхыпте. Хыхым не бұл? Хыхым. Adım şey ha, ini udung bu. Mini Hasoi. Mini Hasoi. Зе уже буду. Ина проекты да. Ямыр ауылын янзен Хасорин одейхе решіпті. Сағын көкілдерді ехер байырлақы. Байырлақы ол? Зе. Сағын көкілдегі тоғыда е. Сағын көкілде. Көкілде ерік таша. Охибот, Хасорин амды кәвот. Хе, был де. Олың Хасорин оды охибот не хе. Охибот гесіп. Ямыр ойы Хасорин оды кәпті. На этапе развития идет направление творческой активности детей на получение идей для продолжения исследований. Здесь дети экспериментируют, меняют свои модели, усовершенствуют их, а также придумывают и продолжают игры с ними. Бұрхынут! Байырте охибот! Байырте! Байырте охибот! Сейчас вашему вниманию был представлен фрагмент образовательной деятельности по робототехнике и конструированию в рамках монолингвальной речевой развивающей среды в детском саду. Здесь в данном образовательном событии было видно, что при обращении педагога к детям, да, дети воспринимают язык, идет восприятие языка. То есть даже если они не говорят на бурятском языке, на родном языке, да, но они понимают язык. Вот затем пойдет постепенный переход к тому, что через год они уже, возможно, начнут употреблять в своих речевых оборотах родные слова. В общем, вот что мы хотели показать вкратце на мастер-классе. И самое главное, что, вот видите, в конце всего нашей образовательной деятельности нужно было сказать, что будут использоваться разные формы, да, работы. Это сюжетно-ролевые игры, театр, они еще где-то могут использовать тот построенный ими продукт, спроектированный сначала, да, смоделированный этот проект в других своих образовательных деятельностях. Ну вот даже если отходя от нашего мастер-класса, нужно сказать, что на сегодняшний день в городской среде говорящих родителей на родном языке очень мало. Это уже проблема, я считаю, что не только семьи, но и государства.
нужны какие-то дополнительные программы по поддержке языка, должны создаваться центры по оживлению языка, организовываться какие-то психологические службы помощи для желающих обучаться языку, ну и, конечно, реализовывать их грамотно и правильно. Вот поэтому как бы мы живем с вами в современном мире, да, поэтому вот нами разработана вот такая парциальная программа «Инженер Болаха Шаталтепти». Спасибо за внимание. Спасибо, Светлана Зариктоевна. Вопросы Светлане Зариктоевне, если есть, пожалуйста. Угу. Артем Сергеевич, да? Да, вы опять догадались по видео. Нет, я просто не знаю, какая очередность. Может быть, руки надо поднимать, но я не знаю. Ну, в общем, если другие... Пожалуйста, вопрос. Да, если других желающих нет, меня интересует такой вопрос. Бывает ли, что в группе собираются дети с разным уровнем владения? И как из этой ситуации тогда вы выходите? Конечно, в группе у нас дети, у них разное овладение языком. Кто-то понимает, а кто-то вообще не воспринимает язык. То есть, смотрите, мы говорим, что это группы монолингвальные. Здесь язык воспитания и образования только на родном бурятском языке. То есть, смотрите, это как же донести ребенку, да, чтобы он понял, что его просит сходить попить молока, допустим, да. То есть это воспитатели просто используют какие-то компенсаторные технологии. То есть это показ, мимика, жесты там и так далее. То есть полностью погружение в языковую среду. С детьми разговаривают только на одном языке. То есть, как гнездо получается, но да. Может быть такая ситуация, что ребенок, который знает лучше, он как бы уже все понял, ему скучно, а тому еще надо объяснять. Ну, здесь, наверное, на сегодняшний день у нас, вот я по нашему примеру, да, таких детей очень мало, они идут как бы в помощь педагогу. Юнга же, что он сказал, допустим, переведи, вот как бы вот, и ребенок, второй ребенок должен перевести как-то на понятном ему языке второму ребенку. Отлично, спасибо. Да, спасибо вам за вопрос. Я могу действительно дополнить, сказать, что детский сад номер 52 у нас действительно, как сказать, вот эти парциальные программы создают, и я думаю, надеюсь, что это не первая и далеко не последняя вот такая программа, их должно быть очень много, самых разных. И вообще, в целом, вчера мы говорили, что свыше 100 у нас таких садов, конечно, много городских садов у нас, которые проводят такой опыт, не так много. А в сельских поселениях, где бурятское население, таких, конечно, и даже в таких селах, к сожалению, на данный момент нужны детские сады, которые погружают ребенка в монолингвальную развивающую среду. Но я думаю, что это проблема не только в Бурятии. Я думаю, что это проблема сейчас во всех национальных регионах России. Поэтому вот пока, наверное, каждый движется по своему пути, ищет возможные максимально эффективные технологии, способы, скажем, да, поэтому мы в поиске. Мы очень рады этому нашей первой ласточке, которая в городе погружает детей в такую монолингвальную среду. Будем их поддерживать всячески, помогать им. И поэтому я думаю, что за ними будущее, наверное. Есть у нас опыт трилингвальщиков достаточно, а вот таких монолингвальных у нас нет практически, можно сказать. Но при этом я могу сказать, что вот со слов Светланы Зариктоевны добавить, что очень много детей, родителей не только бурят, но и родители других национальностей, которые с удовольствием погружают детей в бурятскую речевую среду, поскольку развитие знаний языков, вы понимаете, что в этом возрасте оно больше развивающую еще функцию для ребенка оказывает, и поэтому и такие родители там тоже есть, кстати. Это не только для бурят, но и в целом для ребенка, наверное, полезно. Да, конечно. Наша группа, она не только, наша группа посещает дети буряты, да, там и дети есть других национальностей. Поэтому с родителями заключены договора о том, что язык, воспитание и развитие, там бурятский язык. И я сказала, что 100% родителей подписали такой договор и с удовольствием посещают наши группы. Поэтому здесь...
Ралл Бендалаевич, у нас вообще язык конференции, мы изначально договорились, что все-таки русский и английский, в том случае, если у нас... У нас, конечно, есть родители русскоговорящие, бурятскоговорящие родители, то есть в семье они стараются говорить на бурятском языке. Но в основном, я уже сказала, да, что у нас городские родители, вот в городской среде очень мало, значит, в семье общаются на родном бурятском языке. Поэтому это тоже только могут какие-то отдельные фразы, словосочетания, да, вот как бы утром иногда, вот если наши воспитатели обращаются к родителям на бурятском языке, они иногда вот не понимают, а мы же и развиваем речь, и родители тоже, да, поэтому есть определенные трудности, но я думаю, что к этому наши родители относятся положительно и стараются, даже вот не стесняясь того, что вот вы нас учите, мы прямо вот вывешиваем в приемных, какие слова, допустим, они знакомились на эту неделю, на этот день. Ну, вот как бы идет, да, постепенно наших своих родителей тоже приучили к родному языку. Спасибо. Спасибо за вопрос. Итак, я думаю, что вот на этом выступление Светлана Зарипулина была завершающим нашим докладчиком по работе секции номер 3. И хочу вас еще раз всех поблагодарить за работу в нашей секции. А теперь в заключение я бы хотела представить слайды, где представлен проект резолюции нашей конференции. Итак, я вам его зачитаю. Мы внимательно слушаем, и если у кого-то есть какие-либо предложения, с удовольствием обсудим, выслушаем и запишем. Да? Итак, видна ли всем презентация? Да, видим все. Видите, да, все? Да, видно. Итак, предложение в проект резолюции. Первый пункт. Обратиться в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации с предложением о необходимости внесения изменений в Федеральный закон об образовании в части, касающейся права выбора языка образования и родного языка как предмета изучения, с уточнением времени реализации этого права, начала обучения. Второе. О необходимости внесения изменений, касающихся права на обучение на родном языке, в части, касающейся зон ответственности, а именно создание условий, обеспечение учебниками, кадрами для получения образования на родном языке должно обеспечиваться совместно федеральными и региональными органами власти. На сегодняшний день только региональные власти. Да? Третье предложение. Обратиться в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации с предложением выделить отдельную УГСН родной язык и литература, включив в перечень профилей подготовки все востребованные направления деятельности, педагогические, переводческие, научно-исследовательские, журналистика и другие. Следующее предложение. Создать на базе одного из региональных вузов ФУМО по родным языкам с включением в него всех вузов, осуществляющих подготовку кадров по родным языкам. Следующий пункт. Разработать в ГосВО по комплексному направлению родной язык, литература. И я здесь прошу прощения, видимо, я начала не с первого слайда, а с третьего. И первым пунктом звучало следующее предложение. Создать координационный научно-методический центр по решению вопросов учебно-методического обеспечения, преподавания родных языков народов Российской Федерации в системе общего образования, организационное и научно-методическое сопровождение, разработки примерных программ и УМК по родным языкам. Еще одно предложение. Разработать примерные программы обучения и концепции УМК по родным языкам с учетом уровня владения языком обучающимися. Также вот то, что поступило вчера, да, те предложения. Организовать сообщество авторов УМК по родным языкам. Организовать курсы, методические семинары для авторов УМК по родным языкам народов Российской Федерации с приглашением в качестве спикеров ведущих специалистов, авторов УМК современных методик обучения языкам. Ну и также выработать единую концепцию УМК по родному языку, литературе, культуре на основе
коммуникативного, культурологического подходов, отказ от чрезмерной грамматикализации. Ну вот такие предложения, а также еще одно предложение, да? Об этом я говорила? Нет, по-моему. Обратиться в Министерство просвещения Российской Федерации с предложением о необходимости регулирования на федеральном уровне вопроса по учебно-методическому обеспечению реализации права на получение дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном языке. Организация процесса перевода имеющихся или разработки новых учебников по всем предметам на родные языки народов РФ Российской Федерации с учетом потребностей регионов. А также предложение усовершенствовать процедуру экспертизы, утверждение и включение в федеральный перечень примерных программ и ОМК по родным языкам. Вот я начала с 4-го, оказывается, слайда, дорогие коллеги. Итак, я зачитала текст резолюции. Давайте сделаем следующим образом. Организуем, у нас осталось 27 участников, организуем голосование, как сказать, путем проставления знаков плюс, может быть, в чате. Вот у меня такое предложение. Как мы должны голосовать? Есть еще какие-то другие предложения? Мне кажется, сначала, может быть, надо послушать, может быть, что-то добавим или исправим, а уже потом голосовать. Конечно, да, совершенно верно. Итак, есть ли еще предложения, уточнения по данному проекту резолюции? Ну, если нет других желающих, я тоже могу добавить. Значит, усовершенствовать процедуру экспертизы. Ну, мне кажется, эта формулировка достаточно размытая, потому что усовершенствовать можно по-разному. Насколько я знаю, проблема с процедурой экспертизы в том, что эта экспертиза дорогая, и не все регионы могут вообще себе ее позволить. И в этом смысле то, что здесь написано, что обеспечивается совместно федеральными и региональными, вот можно примерно тоже, да, то есть разделить зону ответственности в области экспертизы и финансовой в том числе между региональными и федеральными властями. Потому что, ну, правда, есть регионы, у которых там же надо около 2 миллионов на экспертизу. И в этом смысле, конечно, ну, им надо, Татарстан, может быть, может позволить, но многие регионы просто не могут позволить всю линейку проплатить. В этом смысле, мне кажется, что ответственность должна быть общая. Значит, вы предлагаете какую формулировку? Усовершенствовать процедуру экспертизы, да? Да. В частности, разделить финансовую ответственность. Мне кажется, ну, вот хотя бы так. На федеральном, да, скажем, и региональном уровнях. Правильно я вас поняла? Да. Так, ну вот как проект пока вот внесли мы вот такое предложение. Спасибо, Артем Сергеевич. Еще. Кроме того, я, к сожалению, не помню, где эта формулировка была, но там была, значит, что образовательные учреждения обеспечивают обучение языкам в пределах предоставляемых возможностей. И, честно говоря, очень многие вот на эту приписку жалуются, потому что что такое предоставляемые возможности? Директор школы всегда может сказать, ну, у нас нет возможности, да? И поэтому мне кажется, что здесь важна именно гарантия того, что возможность изучать язык будет. Вы предлагаете что? Какой пункт? Меня, видите, раз проект резолюции, это же документ, и поэтому необходима формулировка предложения. Я просто не помню, где именно вот это вот в пределах предоставляемых возможностей, где это фигурирует конкретно в законодательстве. К сожалению, я не подготовился. Но вот точно это где-то есть, и точно на нее многие жалуются. Вот это вот лучше бы все-таки заменить на образовательное учреждение гарантирует изучение выбранного языка. Что? Гарантирует? Возможность изучения выбранного языка. Слово «возможность» вообще надо убирать оттуда. Хорошо. Гарантирует изучение. Знаете что, Байырма Дамбыевна, я вчера еще об этом говорила, да? Там вот... Представьте, пожалуйста. Алевтина Сугдуровна Шалык. Да. Я просто, знаете, я вчера тоже говорила об этом, да, вот мы все больше
только односторонне рассматриваем эту проблему на государственном уровне, только как язык изучения, да, как предмет изучения, а как язык обучения. Почему мы об этом не говорим? Здесь вот Государственную Думу, когда вы, значит, вносите предложение, да, мы вносим предложение, да, в данном случае, мы должны написать не только языком, не предмет, не только как предмет изучения, да, а как язык обучения, хотя бы в начальном общем образовании. То, что значит, мы просим о том, чтобы переводились учебники, это очень хорошо. И чтобы мы, опять же, смотрите, это финансовые же вопросы, да, вот касающиеся переводов учебников по математике, там, и так далее. Мы перевели эти учебники, запрашивается разная, значит, финансовая поддержка там и так далее, потом и экспертиза, да. Вот это вот действительно вы там написали вот в этом резолюции. Я вот этот пункт поддерживаю. Просто вот там, где вот первое, надо дописать, что мы не только как предмет. Вот смотрите, первое, вот, где у нас первое? Первый слайд. Сейчас, секундочку. Так, вот смотрите, обеспечение по первый слайд. Так, вот смотрите, право на получение дошкоты ДД. Так, нет, предыдущий. Этот слайд вы имеете в виду, нет? Или вот этот все-таки слайд? Нет. Первое, вот. Части, касающиеся права выбора языка образования и родного языка как предмета изучения, вот вы пишете, да? И языка обучения. Так вы предлагаете, да? Да, языка обучения. То есть на бурятском языке ребенок может получить начальное общее образование. Тогда, наверное, там так и написано язык образования, там же уже есть. В принципе, ну-ка давайте-ка Нет, я просто крайне не согласна с вами. Здесь есть предмет изучения, да? И язык. Смотрите, наверху есть в части, касающейся права выбора языка образования. Язык образования – это и есть язык обучения. На каком языке в целом будет обучаться ребенок? Я бы хотела просто конкретизировать это. Выбор языка, смотрите, вот это размытое такое вот положение выбора языка, да? Мы с вами же говорили об этом вчера. Хорошо, я пока вот как бы внесла. Вообще язык образования – это и есть же язык обучения и воспитания, по сути дела. И поэтому, мне кажется, вот в слове в сочетании языка образования это все вошло. На родном языке надо написать. Где надо на родном языке вы предлагаете? А вот обучение на родном языка образования на родном. И на родном языке, и родного языка как предмета изучения. Вот может здесь, быть, мне кажется, в принципе, указано. Вот языка образования заменить на языка обучения, так будет понятнее, может быть. Но там же еще и воспитание на самом деле. Обучение на родном. Слово вот на родном надо его. Я вот просто хочу это вот, чтобы это было там. Давайте-ка я тогда и языка. Смотрите, пожалуйста, это просто мое на родном языке. Да, вот так вы хотели бы увидеть. И языка. Вообще не понятно. Нет, как предмета изучения и языка обучения. Вот. А мне кажется, мы все продублируем. У нас получается. Ну ладно. Хорошо, есть ли еще предложения? Языка обучения на этом закончить. На родном языке лишнее здесь. Вот это закончить, да? Да. Для меня это тоже лишнее. Вот так. Угу. Хорошо, спасибо. Еще есть предложение? У меня уточнение по поводу законодательства. Вот там прозвучало предложение от Артема. В пределах возможностей, предоставляемых системой образования, это, кстати, в законе об образовании Российской Федерации, в статье 14 язык образования, это упоминается. Да, я согласен с тем, что, может быть, я не знаю, как наши предложения могут повлиять, но действительно, может быть...
Мы можем конечно, включить пункт о том, это что... еще функционирует в законе о языках народов Российской Федерации, в федеральном законе об образовании. Вот это в пределах представляемых возможностей, оно вот несколько раз, по-моему, так проходит в разных федеральных законах, не только в образовании. Это в пределах представляемых возможностей, вот это словосочетание надо убирать. Да, но это самый верхний уровень, это федеральный закон об образовании в Российской Федерации, а потом он уже повторяется в разных положениях, там, на школьном уровне, на региональных уровнях и так далее. Мы же говорим о том, что мы хотим предложить, чтобы вот эта вот как бы формулировка была пересмотрена, поэтому мы можем прямо указать, что вот в законе об образовании в Российской Федерации, в статье 14, есть вот такая формулировка. Мы просим ее пересмотреть. Да. И гарантировать, заменить слово гарантировать, не говорить о возможностях, а гарантировать. Да, это федеральный закон от 29 декабря 2012 года, номер 273 ФЗ. Да. ФЗ. Хорошо, спасибо, Шалабен Галаевич. Еще предложения, дорогие коллеги? Еще можно добавить то, о чем я говорил, предусмотреть возможность сдачи ЕГЭ на родных языках. Предусмотреть возможность сдачи ЕГЭ на родных языках, так? И по родным языкам. Я у себя запишу что-то. А может быть, все-таки обеспечить возможность? Как-то вот так сформулировать? Да, давайте, может быть, обеспечить возможность, да. Да, вот я думаю, так будет серьезнее. Выборы регионов надо говорить. Там, возможность чего, извините, обеспечить возможность? Сдачи ЕГЭ на родном языке и по родному языку. Я не думаю, что это надо ограничивать регионом, потому что родной язык, с бурятским родным языком ребенок может находиться и в Москве, я думаю. И знаете, почему он не может? Что касается ОГЭ, Жаргал Бенгалович, я вас перебью. На самом деле сейчас эта возможность, она детям дана. Это как любой предмет по выбору, физика, химия, профильный ЕГЭ, это право ребятам, детям дано, обучающимся школы. Поэтому я не знаю... По тувинскому языку, например, сдает? Да, по бурятскому языку сдают ОГЭ и ЕГЭ. Но это предмет по выбору. Я вот не совсем понимаю, нужно ли вносить это предложение, что оно дает. Оно, по сути, уже есть это право у каждого ребенка. Другое дело, может, обязательное, но тут уже я не знаю. Может быть, слово обязательно? Я пока вот под таким вопросом, дорогие коллеги. Да, когда надо посмотреть, подумаешь. Да, это надо законодательство внимательно изучить, связанное с вот этими государственными экзаменами. Основной и И ОГЭ-то точно сдается, а вот это уже сдается. По бурятскому языку сдается ли? По бурятской литературе сдается, это точно. У нас бурятский язык преподается, я могу сказать, просто у нас система такая была с 1 по 9 класс, как родной. В 10-11 классах бывает, но это очень редко. А вот литература, она идет во всех национальных школах. Те, кто обучается в национальной школе, я думаю, этот опыт помнит. Где тоже сдается у нас. Ага. Давайте, у меня такое предложение, может быть, мы ограничимся. Вот вообще, если честно, конечно, я считаю, что такой целый спектр, ряд предложений, чтобы поступал в рамках наших межрегиональных конференций, я такого не вспоминаю. И, на мой взгляд, вот те предложения, которые прозвучали вчера на пленарном заседании, а также были дополнены они участниками пленарного заседания, они достаточно, в принципе, объемные. И мне кажется, можно их принять за основу. И вот пока, наверное, ограничиться, потому что любое предложение, оно требует очень тщательного же и продуманного подхода, на мой взгляд. Как думаете? Ну, принять за основу. Сейчас? Ага. Да, принять за основу.
Да, и у меня сейчас как раз есть предложение принять данный проект резолюции за основу и проголосовать. Проголосовать как раз с проставлением знака плюс в чате, что если это плюс, то это за, минус это против, а вот воздержался, какой знак можно выбрать в чате у нас? Какой-нибудь такой знак есть у нас там? Ну. Как я поставлю этот знак? Вопросительный знак. Воздержался 0. Вопросительный знак можно действительно. Или просто экран, Александр Баирович, может быть, экран мы сделаем тогда, если кто-то у нас там затрудняется. Просто я такой способ голосования на ученых советах подразделений или институтов различных видела, поэтому, ну вот, думаю, может, возможно, таким образом проголосовать. Так, плюс я вижу уже первый. Ага, итак, ну, давайте я тоже проголосую. Я тоже, как, куда нажимать? Зайдите в чат, пожалуйста. У меня вот что-то здесь произошло, Александр Баирович. Вот сейчас я вижу. Все. Нет, у меня чат. Зайти в чат. Угу. У меня чата не видно. Zoom Meetings не отвечает, написано у меня. Что это означает? У вас есть такая же надпись, выходит, нет? У меня чата я вышла надпись. Zoom Meeting. Вот сейчас появилась. Все, я вижу. Ага. Итак, Сайман Андуевна, я вас прошу тоже подойти сюда. Итак, ну, давайте сейчас подсчитаем голоса. Ага. Так, это была Байырма Дамбиевна Цириндаржиева и Сайман Андуевна. Вот наши кнопочки. Да. Если это Shift плюс или Shift минус, или вот Shift вопрос. Вы меня тоже там посчитайте, пожалуйста, никак не могу войти. Так. Итак, Алевтина Субдуровна нашли, да, кнопку чат? За меня там проголосуйте, пожалуйста. Никак, у меня чат не появляется. Вы тогда, может, традиционным классическим способом поднимите руку. Это же в виде трансляции идет. Вот, мы видим, что вы за, да? Ага, спасибо. Значит, таким образом, сколько у нас собралось голосов, скажем, да? Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Я правильно считаю, нет? Что-то я запуталась, коллеги. Сколько у нас здесь знаков? Саша, сколько было народу? Ага. Итак, Сайман Андуевна, Александр Баевич, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Я вот запоминаю 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, вот 20. Запуталась я опять. 23 а остальные трое у нас, четверо. 16, 17. Угу. Если кто-то воздержался, можно поставить знак вопрос. Если кто-то не согласен, может поставить знак минус. Угу. 26 пишется Владимировна, СОШ номер 9. Байырма Дамбиевна, Светлана Зырктуевна, мне плюсик-не илгеегдыны вы. Талы мне. Ну вы тогда вот так тоже вот проголосуйте. Я вот. Итого сколько? Кто за? Значит, кто против? Все, теперь те, кто за, можете руку опустить, да? Кто против? И есть ли те, кто воздержался? Так, Сайман Андуевна, наш второй модератор, подсчитала 24. Кто-то зарегистрирован здесь дважды, видимо, по всей видимости. Но, во всяком случае, согласно с Артемом Сергеевичем, большинство за. Поэтому мы будем считать, что проект резолюции нашей конференции при обсуждении на секции номер 3, он принят за основу.
Я вас всех благодарю, уважаемые друзья и дорогие коллеги, за терпение, за стойкость. Вот кто выдержал все 4,5 практически часа такой работы, достаточно активной и интенсивной, скажем, да. Сложно воспринимать информацию вот в таком формате, но тем не менее мы дошли до финала. И я думаю, что для нашего Бурятского госуниверситета это был такой первый формат попытки собрать опыт всех национальных, в первую очередь, регионов по преподаванию родных языков и литератур на самом деле, да. В данном случае у нас получилось так, что мы все-таки в большей степени продемонстрировали свой опыт, транслировали свой опыт на всероссийское пространство. Но будем надеяться, что это не последняя встреча, и в следующий раз нам бы, конечно, хотелось увидеть очень такой разнообразный, богатый, интересный опыт остальных наших других национальных регионов. Благодарю вас всех за работу. Ну, есть еще у кого-то какие-то слова, что-то, пожелания, может, какие-то? С удовольствием выслушаем и рассмотрим. Угу. Я с удовольствием благодарю вас за организацию такого форума. Я могу сказать и подчеркнуть еще раз, это просто, знаете, этнопедагогический форум, потому что мы говорим о языках, о культуре, о том, что мы включаем в содержание общего образования в основном, да, но в частности там мы прослушали такие доклады, которые касаются и высшего профессионального образования. И поэтому считаю, что тот факт, что на сегодня мы имеем, конечно же, нас полностью, всех нас не удовлетворяет. И будем все вместе работать, вместе, дружно, сплачиваясь. Большое спасибо вам еще раз. Большое, конечно. Ну и для нас это опыт. В какой-то степени мы попытались весь наш опыт на разных уровнях общего, среднего и высшего образования каким-то образом аккумулировать, ну, как сказать, собрать. Поэтому это для нас тоже интересный был опыт, я могу сказать. Марина Ниченебольевна, видимо, включили микрофон. Да. Хотела сказать добрый вечер еще раз, уважаемые участники конференции. Мне было тоже очень интересно послушать коллег, не только наших учителей Бурятии, других коллег, с разных сторон, вот и упражнения, и видео, и мультфильмы, и вот эти интересные инженерная вот эта школа. В нашей школе тоже, вот я рассказывала образовательные события, в нашей школе тоже есть школа инженерная школа. Поэтому мне вот этот опыт тоже был очень интересен, 52-й садик. Интересна сингапурская система. Но что бы мы ни делали, основная наша цель – это обучить наших деток бурятскому языку. Баймада Бинна, коллективу Бурятского государственного университета, организаторам огромное спасибо. Не только вот то, что мы показали, да, вот, повторяя вашу последнюю мысль, хотелось бы увидеть, услышать учителей, именно практиков других наших регионов. Спасибо всем. Спасибо большое. Ну все, да, тогда, дорогие коллеги. С наступающим Новым годом. Благодарю всех за работу. На этом будем считать работу нашей секции завершенной. Подождите, дайте я тоже скажу. Можно? Ну, давайте. Нет, понимаете, просто на других конференциях обычно поднимают руки, а сейчас так, либо все молчат, либо все говорят одновременно. И я как бы жду вот этого момента, чтобы вклиниться, а его все как бы нет. Вот. Но я на самом деле очень признателен. На самом деле вот эта Zoom-эпоха, она открывает дополнительные возможности, потому что я вообще-то в Киев поехал по делам ненадолго. А так получилось, что вот я поехал и закрыли границы, да, и как бы, и вот я здесь сижу и никуда не могу. Вот. Но благодаря Zoom я, во-первых, познакомился с Бурятией, потому что как бы я давно читал, вот меня Восток манит, да, и как бы все это Поволжье, и все мы друг друга знаем, друг другу надоели, а так далеко уехать тяжело.
И вот Zoom открыл такие замечательные возможности, что вот можно прям не вставая со стула за 1000 километров вот прям присутствовать, слушать, и все это так интересно. Вот, поэтому, если у вас будут еще какие-то конференции, то с удовольствием я присоединюсь, если будете приглашать. Вот, мне кажется, что даже если карантин снимут, все равно от этой практики полностью отказываться не стоит, потому что действительно бывают случаи, когда человеку ехать далеко, дорого и так далее. И вот эта замечательная возможность, она пускай вот отладится в этот раз и на будущее будет с нами. Вот. Ну и спасибо, замечательная атмосфера, я очень доволен. Спасибо большое. Спасибо. Зехенда. По-бурятски говорят. Тахим Гулзатра Баирте говорят, а по-тувински это до новых встреч. Баирте. Вот вы на бурятском заговорили. Вот Баирте. Народы Центральной Азии. Хенда. Ушодахим Байре Курганы Беволтандат Нунзукунго. Хемхахм Ябакти, Шины Жилер. Укшин заволмудунго хемхахм Ябхамне Волтарей. Я желаю вам всего самого доброго, всего хорошего. Будьте счастливы и здоровы. Желающим вас Новым годом. Зе, Байрте. 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 Байрлых. Байрте. Район Байндалайч. Байрте. Байрте. Хенда. Байндалайч.